Всем привет! Начинаем стрим, день 11. Итак. Продолжим. В общем, думал я насчет того, что у нас сейчас заполняется все всем. У нас есть... Что у нас есть? Да, Версак, AS-сак. Вот этот сак есть. Stats Actor Component. И он-то заполняет всеми этими элементами. Правильно? Правильно. То есть инвалиды и прочее вот это вот. Если оно не равно. Ну, понятно, что 2 он этих пропускает. Он пропускает count, пропускает invalid. Но мне не очень нравится тот моментик, что у нас все забито. То есть будет 20, будет 20, будет 30, будет 30. Где у нас тут? Статные, вот. Здесь будет 30, будет 30, будет 40, будет 40. Как бы мне этот вариант не очень нравится. То есть мне чуть прям мне не нравится это, короче. Потому что, допустим, тот же наша база будет иметь такой параметр, как damage, а ему damage не нужен. С другой же стороны, допустим, если мы улучшим нашу базу, у нее будет damage. Уже. Нам надо будет просто его назначить. Чтобы она, допустим, база тоже могла стрелять. Вот так вот. Сделать. Те же мопцы, то есть спид атак у них будет, тот же рейндж будет, хотя ему рейндж не нужен, и так далее и тому подобное. Резистанс, вот резистанс, fire, cold и прочее ему не надо. Там же нужно, кстати, и вот этот chance fire, chance cold, chance lighting ввести тоже. То есть для мобов не надо будет chance fire, а для ваших не нужен будет резист, а они у них будут. И это все хранится, но если ГПТ, я тут с ним поговорил, сколько что это будет занимать. Но в принципе, если на 1000 элементов вот взять, допустим, оно разрастается до 1000, вот так вот предположим, чисто теоретически, до 1000 разрастается, и у нас будет 1000 акторов каких-нибудь иметь этот Янам, то это будет 4 мегабайта памяти всего лишь. Понятно, что у нас не будет 1000 акторов на сцене, которые имеют вот эти вот массивы по 1000 этих, само собой. Поэтому в лучшем случае тут до 100, наверное, доберется. Это прям если разойтись прям очень сильно, до 100 вот этих элементов доберется. Это уже минус, это 400 килобайт. И то, что у нас не 1000 будет. Даже при лучших самых таких эпических масштабах 500. Это 200 килобайт. Вот. Но это такие псевдорасчеты. Но также мне не нравится и другой вариант, то что нам надо будет постоянно его перебирать. Перебирать это прям плохо. И тимап тут не поможет, насколько я понял. Он с репликацией с ним можно, но за маленьким исключением, потому что он постоянно за новый пересобирается. То есть он не просто менять будет у человека этот самый, а он будет просто новый создавать, удалять. А за счет того, что это постоянно будет происходить туда-сюда, то это еще больше будет бить по... Что за игра теперь? Что за игра теперь? Tower Defense. Tower Defense. OP Tower Defense. Так вот. Короче, в общем, пока оставим так. Там, если что, изменим. Так как та компонента, которую мы сейчас делаем, она, в принципе... А старая теперь что с ней? А старая все как бы выпущена. Ну, как... Будем считать, она доделана и выпущена. Можно скачать, поиграть. Там ссылочка есть в описании. PS, по-моему, называется. С Твича, да? В Твиче, значит, там где-то в конце, по-моему, ссылка. Так, есть на Google Диск или на iChio, я не помню, куда я там оставлял.
Можно скачать. Ну, и Чио тоже ведет на Google Диск, как бы там. Все ведет в любом случае на Google Диск, так что можно скачать, потискать. Так, tick компонент, lifetime, replication, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо. Это хорошо. Суть, короче, в том, что у нас вот этот вот getter и setter это остаются, правильно, правильно. То есть getter в любом случае возвращает флот, даже если мы изменим здесь внутри, будем не через getter, не вот такое вот делать через static cast, а делать через какие-нибудь там посложнее, что-то переборы и прочее, как бы не проблема. И то же самое и setter. Привет, кайф. Только на работу пришел, а тут третий день подряд стрим. Да, четвертый, по-моему, четвертый подряд. Я, по-моему, во вторник начал. Получается, четвертый. Да, вот так вот. Привет, привет. А, вот 2 точки запятой. Это уровень. Да. Хорошо. Сейчас что у нас? Сейчас то, что у нас? То у нас, что у нас есть башенки. Они стреляют, но они не наносят урон. Теперь нужно добавить нашим вот этим товарищам этот самый, как его? Скажите мне, пожалуйста, этот добавить хп и взаимодействие с этими хп. И вот так вот. Тогда у меня вопрос, если у нас она прям вся такая эдакая, наша компонента, или может быть эту компоненту вообще только для статов оставить, то есть Tower S вот этот убрать, 2, потому что они пустые, в них ничего пока нет. Оставить только этот, и эта компонента, она только как хранилище работает. То есть для этого, для вот этого всего. А другая компонента, допустим, она для взаимодействия уже с ним сделать. То есть 2 такие компоненты, как вам? Бац. И бац. И бац, 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 бац. И бац, 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 бац. Вот так вот. То есть она возьмет и создавать будет для взаимодействия. Что за метод Jigglyfittimer Replicated Props, и можешь коротко рассказать про репликацию? Ха-ха. Если бы я еще сам знал про нее. Но насколько я понял, вот этот метод get lifetime replication props, он позволяет как раз-таки настраивать вот эту вот репликацию. Потому что если ты просто укажешь replicate, это просто ты дашь метку для вот этого поля. А этот метод переопределяется, то есть, и вот тут ты макросом помечаешь, в каком классе и какой этот под репликейтом. То есть, короче, ну, там под капотом, видимо, в общем помогает все делать. Get Lifetime — это просто объявление движку о реплицированных переменных. Вот. Если этого не сделать, код не будет знать, что переменная replicated. Ну, я примерно то же самое сказал. Примерно то же самое, но нет. Ну, короче. В общем, да, вот пояснили. Хочу ли я еще одну компоненту, которая взаимодействует? Правильно ли это или неправильно? То есть у нас одна компонента, она чисто хранит статы. То есть она чисто по хранению статов и существует. А самое интересное, что мы можем в ниже плюсовый этот создать у Овнера. Как вам такая история? Он берет и создает у Овнера его. Просто бац. Все равно Овнеру надо обращаться к этому. К статам. Статам, да? Если мы начинаем управление делать статов, то это уже не совсем, ну как,
Не то, чтобы я прям сильно жаждал модульную сделать. Не то, чтобы я сильно жаждал модульную сделать. Но сейчас вот эта вот компонента, ее можно вставлять, переставлять, куда хочешь добавлять. То есть, если вот этот enum другому человеку давать, он свои там статы делает, и у него все работает. То есть, геттеры, сеттеры работают, оно реплицируется, этот array реплицируется, он может к нему привязываться, что-то типа, мол, получать, давать и прочее. То есть, ну, получать данные, отправлять данные, то есть, уже работает. Если мы добавим сюда всякие там apply damage, там всякие резисты высчитывать и прочее, то как бы да, уже не то будет. Если следить за этим, то тоже можно передать, это все тоже будет работать. Вне зависимости от другого кода, там делегат всякий повесить, методами все закрыть. Это без проблем. Но суть в том, что тогда уже эта формула будет применяться. То есть она все. Только эти формулы, никакие другие. Тут у меня вопрос внутренний. Как я хочу? Что я хочу. Просто еще вдобавок я не понимаю, зачем тогда вот эти вот штуки. Я их создал, потому что я думал, наверное, буду добавлять отдельные статы, они будут со своими статами работать. А с учетом того, что сейчас у всех все есть, и нам надо все равно делать у всех все. Ну, разделение, хотя лучше, наверное... Ну, пока оно останется, я удалять, естественно, не буду. Потом создавать, если что, придется. Но в любом случае. Set stat, get stat. Все, можно отдельную компоненту сделать, которая будет отвечать за все, обмазать компонентами, блин. А сколько компонента весит? Сколько актор компонент весит? А ну-ка. Если все обмазать компонентами. То есть у тебя одна компонента чисто статы содержит, другая компонента отвечает за дамаг. То есть она, ну, они между компонентами-то, понятно, общаются, да. Но, а как они будут общаться, если они не знают, что и как? У тебя все равно связующая должна быть какая-то. Но связующая это будет, пусть будет актор, вот этот наш, который... Как относишься к ивент-тику или предпочитаешь таймеры? Ну, предпочитаю таймеры, конечно, но к ивентику, как к ивентику. Но вообще больше предпочитаю таймеры. Ну, ивентик, он такое. У меня вообще задач таких очень мало, прям близится к нулю, где нужно именно, чтобы каждый кадр выполнял. Обычно задачи, они нужны каждый кадр, но на определенный промежуток времени. Ну, условно, там раз в 10 секунд надо, чтобы там 2 секунды каждый кадр что-то проделалось. Я, допустим, не буду создавать это на тике, я создам это на таймере, который каждый кадр будет запускаться, да, то есть сам метод там будет сам себя запускать, и в конце будет вызываться, ну, делаться проверка и запускаться таймер на следующий тик. Итого получится, что у тебя каждый тик, но на таймере, а когда закончится, ну, то есть когда он закончится, то он закончится. А тик, он будет дальше делать проверки, то есть надо ему заново воспроизвестись или не надо заново воспроизвестись. И, короче... Зависит от задач, но для меня таких задач прям... Единственный момент, где я использовал тик, это синхронизация регдала между игроками, чтоб если тело персонажа, включая регдал, перемещения костей были одинаковыми на сервере и клиентах. Ну вот это да, где у тебя прям надо, чтобы именно каждый кадр что-то там было. Какое-нибудь движение там камеры, какой-нибудь там, я не знаю, что еще. Анимации там какие-нибудь. То есть там, где видно, что он будет дергано. То есть такие вещи, да. А какие-нибудь расчеты редко где приходится на каждый кадр его вешать. Ну, я же говорю, у меня единственное это вот на какие-нибудь, ну вот как я объяснил, то есть условно там раз в 10 секунд должно что-то на 2 секунды там каждый кадр происходить. Но я это сделаю с помощью методов и таймеров, которые на следующий тик отправляют задачу. И потом стопаются. Сами следят за тем, как стопнуться, и все. Ну и таймер, который там каждые 10 секунд запускает, условно, эту всю фигню.
Это куда лучше будет, чем у тебя каждый кадр будет узнаваться, надо ли вообще это что-то делать, на условный бул проверяться. Это проверяется на бул, потом это запускается. Работал с БС. Вчера только избавился от него. Но работал это громко сказано, так прикоснулся. Мне не понравилась шляпа. Пока шляпа. Так вот, сколько он весит? 240 байт. 240 байт это весит просто актор один. Актор компонент. Актор компонент весит 240 байт. То есть мы 240 байт. Сколько? По килобайт получается. Плюс мы свои там еще всякие вещи навешаем. Ну, да не, килобайт не будет. Где-то 500 будет, максимум до 500 зажрать его можно будет. Ну, фигня, короче. Фигня. Фигня. Ну, чего? Свои компоненты. Компонент урона. Знаете, в чем плюс? Плюс в том, что действительно это очень модульная история получится. Если, допустим, вырвать... Ну, понятно, что если какую-то компоненту вырвать, то у тебя код-то поломается, потому что ты на этой компоненте. Но эту компоненту ты можешь привнести в другой код, и она вот не зависит от внешности. То есть у тебя... Как он там? Паттерн? Не арбитр, а как там есть. Короче, бдящий, будем так называть. Вот этот вот, который будет за всем следить и всех со всеми сообщать. Ну, в данном случае, так как... Блин, ну тут тоже не получится, потому что у enemy должен быть общий класс с таверами. И у базы должен быть общий класс тоже. У всех этих должен быть единый класс, в котором мы как раз таки засовываем вот эти вот все штуки, чтобы не повторяться, так как у них у всех одни и те же задачи. То есть башня наносит урон этому, то есть она... Ну, у них должно быть какое-то что-нибудь общее. В любом случае, чтобы как-то попроще было общаться. То есть тот наносит тому урон. Что происходит? Допустим, летит фаербол. Это же фаербол наносит урон. Который летит, а не башня. Башня всего лишь заспавнила его. Башня вообще не наносит урона. То есть у башни-то компонента статов имеется. То есть она собрала у себя статы. Вот эти геттеры все взяла, которые, ну, надо. Взяла. И отослала башенки все это. О, блин, фаерболу. Фаербол летит. У него вся эта запись есть. Он прилетает в enemy, и в enemy все начинается вот это нанесение урона. То есть высчитываться. То есть вот бац, он принял в методе, и этот метод, вот этот метод, отправляет вот эти полученный урон, берет данные из статов и отправляет в компоненту нанесения урона. Компонента нанесения урона его обрабатывает. И возвращает значение какое-то. Ну, то есть флот, то, что получилось, то есть дэмэджи и прочее. А потом уже наш этот как его персонаж, отправляет эти данные уже в статы. В принципе, все логично. Все логично и классно. То есть damage компонент есть такой. Она существует только для обработки урона. О, как. А самое интересное, если сделать модульное, чтобы еще свою формулу можно подставить было, или дополнить имеющуюся формулу, можно и сделать все методы будут виртуалами. И, соответственно, допустим, если... Я не то, что собираюсь кому-то передавать, не то, что в распространении и прочее, просто вот хочется подумать так, как создать такую... Так вот, виртуал-войдами делаем, если человек хочет, может взять наши и дополнить. Если не хочет, может переопределить и сделать свое. О как. Короче, позарились на этот самый, на хлеб этого
гэса. Будем свой гэс писать. Хорошо, мне компонента нравится. Мне идея с компонентой нравится. Давайте создадим новую компоненту. Компонент damage actor component. Она обрабатывает именно урон. То есть принимает в себя данные цели всякие. И вот с ними работает. Нужно будет еще написать метод какой-то, чтобы он... Блин, а как это сделать? Это красиво сделать, так что вообще прям было ух. Вах. Наверное... Может быть там через array какой-нибудь. Ну, что-нибудь подумаем. Просто нам-то надо принять какие-то параметры. Нам надо принять резисты. Причем резисты и первые, и вторые. То есть, точнее, не первые, и вторые, а и резисты, и шанс вот этой стихийного того самого. Еще там всякие параметры, типа хп, там, трали-вали и макс хп. Скорее всего, вообще все надо будет принять. Но так, чтобы он работал совсем, потому что не все есть у всего. И так далее и тому подобное. Может, короче, просто array вернем по константной ссылке. И жизнь будет прекрасна. Так, давайте actor component. Actor component. Actor component. Next. Дамаги. Actor component. Прекращай болото. Actor component. Actor components. Stats. Ну, он имеет отношение, конечно, к stats. Когда перешел на 5,6, сразу или после хатфикса первого? Да, сразу. Я думал как раз после первого хатфикса переходить, но потом так получилось, сразу перешел. Ой, папки. Там были ребята, там такие прям 5,6, прям, оптимизация, залетай. Ну, залетел, нормально. Идет. Я ждал хатфикса, а то шляпа была. А что там за шляпа? Что именно? Что они там сломали? Так, damage. Damage есть. Damage есть. Тик пока пусть останется. Не то, что мне нужен будет, но пусть пока останется. Да. Там же новая команда в чате. Команда новая в чате появилась. Там Тифалур вчера скидывал. Я добавил новую команду. Блин, я ее в этот не добавил, правда, в чат. Сейчас она ее зачитывать будет. Ну да ладно. Ну да ладно. Так. И компонент. Компонент begin play. Хорошо, есть. Я думаю, мы наследоваться можем от нее. То есть блупринты был. Блупринты был вот здесь SBD. SBD. Слэш SBD. SBD слэш SBD. У нас есть эта вся история. Tick компонент. Я хочу apply damage. Я также хочу у enemy.
башни этот компонент damage вообще, в принципе, нафиг и не нужен. Открытый мир, который создан на 5,5. Кардакмос при запуске игры на 5,6 крашился, а после хатфикса норм стало, 2 месяца ждал. Крашился, а что в логах писала? Ну, то, что после фикса норм стало, это хорошо. Очень хорошо. Юдомаги, актор, компонент. Смотрите, у башенки оно нафиг нам не надо, правильно? И у базы нам тоже этот компонент не надо. Он будет только у enemy. Вот это тоже хорошая история, что у нас разделение идет только у enemy. Соответственно, ее надо будет сделать udamage s, точнее не сделать, а получить. А где enemy характер? А вот он. А что он тут делает? В самом конце. Мне не нравится. Get контроллер. Ага. А что в private? Ну ладно. В чем прикол? Не помню уже, но там что-то со стороны движка была проблема, так как проект чистый создавал для теста. Ну, ёпки, могли, да, могли намудрить. Намудрить, перемудрить. Что-то сделать такое. Так, ее property меня интересует. Ее property. И damage s. Нет, не 0 pointer. Не 0 pointer. Просто. Так, делаем getter. Так, виртуалы первыми идут. Get damage AS. Да. Магия. Компонент. Запятой. Так. Ну и стандартная история, где мы этот самый делаем. Подключим его. Include. Actor Components. Slash damage actor component. Как пришла идея создания Tower Defense? Просто бац и пришла, типа. Ну, это тут больше не то, что прям Tower Defense, надо Tower Defense, хочется Tower Defense. Или там какие-то. А в плане того, что есть моменты, которые я хотел бы реализовать, то есть механические. Плюс эта история гораздо меньше, чем остальное. Все. И также мне показалась это хорошая история, чтобы вкатиться в репликацию, вот эту вот всю онлайновую историю. Так, damage AS, если не damage, find damage AS equal find component by class u damage AS или damage AS. Вот так вот делаем. Есть такая история. Все, getter мы написали. Единственное, что мне не нравится его место расположения. Вот здесь увидеть. Вот здесь есть контакт. Это F7. Компонент. Ну, кстати, он также должен еще и подключить include actor components stats component stats actor component, вот этот вот. Есть контакт. И все. И все пока что. Ну, понятное дело, что он так как или
Или да. Наверное, да. У нас есть эта история. Теперь летит вот этот projectile, он должен будет что-то триггернуть, правильно? То есть у нашего enemy что-то триггернуть. А что он триггернет, правильно? Void apply дамаги. Ну, насчет const plot, вот то, что подсказывает этот damage дамаги, это, конечно, здорово, но это не точно, потому что там он нифига не флот будет принимать, он должен принимать в себя... Тут приветствую. Должен в себя принимать такие вещи, Утречка. как утречка. А я пока не знаю, что он должен в себя принимать. Damage. А он в себя много чего должен принимать. Слушайте, скорее всего, он будет передавать array. Скорее всего, мы будем работать с RM. То есть он принимает в себя массив с... Ну, понятно, что по константной ссылке, чтобы это все не копировалось. Это само собой разумеется. Вот этот вот как раз-таки array. Я тут нашел проблему. Хорошо, что мы ее сейчас нашли. Походу, у нас все-таки не будет он по порядку вот эти записи делать. Где у нас тут? Stats, S. Вот эти вот по порядку не будет делать. Так как он должен передать... С другой стороны, мы можем показать ссылочки отправлять сразу свой же. А мы его не отправим в этот... Ему надо будет перезаписать его. То есть буквально получить его и сделать копию. Чпок, полетела копия. Короче, два варианта. Либо мы отправляем копию, либо мы не отправляем... Ну, точнее, копия нам в любом случае понадобится. Просто проблема в том, что какая копия? Со всеми данными или не со всеми данными? Просто если она не со всеми данными будет отправляться, то у нас вот это все сломается. Точнее, мы там не поймем, к чему мы обращаемся. Заполнить его, он заполнит, а что есть что. Кто знает, что есть что. Блин. В чем суть? У нас башня стреляет. Она должна передать данные. Вот у нее есть... вот Resistance, она, допустим, не должна свои передавать. Ей не надо это передавать. Ей не надо Range передавать. Ей не надо Speed Attack передавать. Ей не надо Movement передавать. Ей не надо Health Max. Вот эти вот всякие передавать. Ей нужно Damage передать. И дополнительную фишку, которой у нас еще нету. Это... Подожди. Sfera. Это Chance Fire. Вот такая вот фишка. Chance. О. А чё? А где? А был? Был? Не был? Я не заметил. Что там мало его. Блин, я еще КТ, кстати, походу не установил на него. Chance Fire. Звука не было. Так, а звук я за этот самый замутил. Звук еще нужен, что ли? И был больше тебя. И был больше меня. Надо показать. Ну, давай еще разок. Давай еще разок. Насколько он там больше этот ребок. Брук. Ого, какой большой. Ну давай, сейчас я его это самое сейчас так. Оп, эту штуку. А, вот. Стой. Вроде вот, отлично. Прям идеально подходит. Так, есть. А звук тебе еще надо обязательно. Ты придумал, конечно. О!
Висит. Да я знаю, что висит. Это я остановил. На тебе. Просто чтобы мне тут... Просто он исчезнет. Ты понимаешь, в чем прикол? Он пока... Если он закончит, он у меня исчезает отсюда. И все, как бы. Поэтому так вот. Вот так вот. Оп. И все. Звук тебе надо. А вот я звук добавил, и ничего не было. Я имею в виду, что от края. Что значит, от края висит? В смысле, снизу? Тихо. Все, вот так вот. Все. А теперь окей. Но я тут себе все поломал. Я себе тут все поломал. Ладно, потом починю. Прям беда. Ну, короче, вот так вот все. Я не знаю, у вас звук есть, нет, потому что там только для вас он сделан. Ну-ка, может, и мне надо его сделать сейчас. Так, Есть. есть звук. Сейчас я себе его только... Ну, давай еще звук. О, звук есть, да. Все. Можно теперь использовать его. Блин, это мне вот это все теперь скрывать. Ужас. Нажал кнопочку показать. Все, ужас. Все закончилось. Все, не так ужасно все. Есть контакт. Короче, можно теперь брух взять. Только я ему забыл поставить этот... КД. КД забыл поставить. Cooldown. А вот, Global Cooldown. Сколько сделаем Global? Давайте 60. User Cooldown 120. Давайте 40 Global, а это до 100. Все, окей. 40 секунд на команду и 100 на человека. Все, поставил. Можно юзать. Теперь. Все окей, все. Это сам. Он же меня скрывает, все, правильно? Так. Короче. Нет. В смысле нет? Да. Ну давай, брух. Давай, смотри. Давай, я вот так делаю. Давай. Брук. Видел? Он вместо меня. А вот теперь да. Ну, это потому что я тестил, а в моих тестах у тех, которые там, он, естественно, не скрывает, потому что немножко по-другому работает. Так, в общем, вернемся к нашим этим историям. У нас есть такая вот фишка. Chance. Chance call, chance все подряд. И смысл в том, что у нас есть шанс элементальных эффектов всяких. Можно, конечно, вообще их не делать. Можно их вообще не делать. Плюс он-то должен еще иметь... Он же должен понимать... Кто он, то есть какой тип урона передается. Блин, а как это сделать так красиво? Chance Fire, Chance Cold, Chance этот самый. Ну, тот, который с этим, тот и будет как бы того урон. Правильно, нет? Сейчас объясню. Ну, то есть у нас есть Chance Cold, Chance Light, Chance Poison и Chance Physical. Как нам понять, какой урон у нас наносится Chance Poison?
То есть какого типа урона? Вот какая есть, вот это тут ченс какой есть, тот и наносится урон. То есть если у него ченс fire присутствует, то есть какой-то шанс от огня, значит это огненный урон. Наносится урон от огня. Если cold, то урон еще и от колда дополнительно идет. Fire и cold. Носится как бы все просто. Правильно? Правильно. Poison. Ой. А зачем мне это? Подожди, уйди. Ченс пусикал. Ченс пусикал. И теперь здесь поменять его. У нас есть вот эта вот штука. И как бы нам, так сказать-то, что он все равно должен будет искать именно всех. То есть он должен будет найти Fire, Cold, Lightning, Poison, Physical. То есть нам все равно работать с янамами надо именно... То есть, допустим, у нас залетает урон. Вот у нас есть массив. Мы передали массив с вот этими статами. То есть тот, кто наносит урон, и тот, кому наносит урон. Мы должны будем перебрать этот массив. В любом случае найти все вот эти ченс-файеры всякие у атакующего. И найти резистансы у как бы того, кто защищается. И сопоставить их как бы. И нанести, ну, посчитать и нанести урон. Если у нас вот эти 1, 2, 3, 4, 5... то мы можем, да, но у нас надо передавать полную вот эту пачку. В Unreal есть Make, Demate и Apply, там можно выбрать тип урона, и это как раз реплицируемая ерунда. Make damage и apply. О, есть. Сейчас посмотрим. Там есть такое, да. Сейчас глянем. Но я тут больше не про это, я больше про то, чтобы не просто массив, который все содержит, а, короче, через перебор. Apply дамаги. Так, apply дамаги. Что у нас здесь? Event damage actor, events, damage cursor, courser, damage grenade, that exploded, damage type. Или это не оно? Да, магия. Оно. Так, а где то, что ты мне обещал? Или я что-то не понял? Light point damage. И есть Make как ивент. Ты имеешь в виду вот этот вот? Принимающая сторона. Hit location, damage type. А, вот этот damage type ты имеешь в виду. Так, а что такое damage type, object reference? Что такое damage type? Damage type select. Что такое damage type? Skill damage, follow, radial damage, impulse, импульс и импульс. Но он передает, понятно, что он передает этот, как его просто объект, и там уже в зависимости от того, этого объекта мы делаем ту или иную вещь. То есть он просто объект его объекта передает. Side by damage cursor, hit info. Так, а что мне с этим делать? Я не понял. Что мне с этим делать? Ну, в компоненту можно передать. Кого? Damage этот? Так он из него вызвать можно. У него, скорее всего, Virtual Void есть вот этого play damage.
Мне кажется, классы с типом урона удобно. Класс типа урона. Ты имеешь в виду ее объект вот этот создать? Создашь у нас лед ДГК Type и будешь гонять. Тогда я свуж создам дэмэдж. Точнее, ее этот. И буду его передавать туда. Так а чё дэмэдж тейп-то? Чё толку-то? Не пойму, его все равно указывать во всякие эти... В башенки те же. А храниться-то там будет условно и нам только. Причем в данном случае у меня вообще он не нужен здесь. Если он этот разный. Я не очень понял. Я вообще понимаю концепцию этого всего. Но я не очень понимаю, почему здесь я. Типа вот эта вот вся история. То есть у меня тип урона, именно тип урона, вот он будет зависеть от вот этого вот. У нас есть Chance Fire. То есть у Fire урон. Все, дэмэдж полетел. Просто как замена твоему костылю на проверку, есть ли вероятность типа урона, тогда это тип урона. Твоему костылю, если тип урона. Дело в том, что там не надо будет проверять тип урона. Точнее, сейчас-то надо будет, если вот это все, у нас все есть. Тогда надо будет проверять, да. Но я думаю, сейчас все-таки убрать, чтобы мы не все статы вот эти добавляли, а добавляли только нужные. То есть, если у него есть Chance Fire, то он находит Chance Fire. Если он не находит Chance Fire, то он не находит Chance Fire. То как он будет понимать, что это Chance Fire? Вопрос. Вопрос. Ну, это хорошая тогда история, да, в отдельное хранилище мы кладем именно вот эти Chance Fire, то есть у нас есть, ну, Chance какой-то. Chance какой-то, Chance чего-то, Chance что-то там, да? Не знаю, мне больше нрав, когда все в одном, чем шариться по файлам. Ну, по файлам, да, но... Все в одном, это как? Это, типа, все в характере, вообще без компонентов, без этого, все там. Условно. И это я утрирую, я понимаю, о чем ты. Chance Gold. Просто думаю, что я сталкиваюсь с проблемой. У нас, когда есть вот этот вот шар наносит, ну, точнее, он летит, вот, да, он касается этого противника. Enemy. Приветствую. Привет. Он касается этого противника. Он запускает этот, как его... Передает в него данные. Какие данные он должен передать? На данный момент при вот такой вот фигне, которая у нас слева, вот, что у нас заполняется все всем, то он должен все передавать. А потом мы должны перебирать его. И именно мы четко должны указывать, что вот какой-нибудь свич Вчера на... стрим пропустил. А с чем связано Йила название стрима? А как тебе название стрима? Огонь? А это надо было его весь просмотреть. Связано это с тем, что я от ГЕС избавился. Так. Ченс. Так вот, нам надо перебрать его весь, то есть условный свич какой-нибудь, и на их Chance Fire и колды их отдельно, в этот отдельно, потом их перебирать. В общем, вот это вот прям мне не нравится. Вот тут, конечно, этот... Стимап тут мне тоже не очень помогал бы. Вот, мы должны его перебрать. Именно его.
и потом самостоятельно сопоставить. Ну, кроме того, что сопоставление, понятно, что мы не можем никак ему объяснить, что вот Resistance Fire относится к Chance Fire. Нам надо именно сопоставить его. Тем самым и объяснить, как говорит, что вот Fire к Fire относится, Cold к Cold. Он-то сам этого не поймет. И это все надо в один массив вот это перебирать, его туда-сюда таскать. И потом второй массив, то есть текущие. То есть это, получается, урон нам залетает с этими всеми данными, а тот залетает с этим. Причем урон залетает. В урон, то, что залетело урон, нам все, что нужно, это вот часть, 5 этих штучек и damage. Но у нас залетит и health, у нас и speed movement, и speed attack залетит, резистансы залетят. Допустим, башенок, у которых вообще нет резистов, там по нулям будет, но он все равно залетит. И это мне не нравится. А если конкретно что-то передавать, тогда вот эта штука не работает. Потому что мы обратимся как бы через статикаст, и там будет немножко не то, что нам надо. То есть он выйдет за пределы массива, короче. И такое это. Если мы вырвем что-то. Поэтому есть вариант то, что нам придется все-таки перебор делать. Вот здесь вот в геттерах-сеттерах. Делать перебор. То есть искать по вот этому статнейму, сравнивать. Ну там структуру держать вместо флота. У которой будет enum и флот. Плюс это того, что мы в структуру можем всякие какие-нибудь штучки-дрючки засунуть. Хотя какие с работой с одним флотом можем что-то туда засунуть. Но факт того, что мы можем. Зачем, непонятно, но можем. Минус то, что это гораздо медленнее будет, когда мы геттеры и сеттеры получаем. Когда мы делаем get-set, у нас будет беда. С другой стороны, а какая беда? Ну вот чисто теоретически, вот, хорошо, допустим, вот это вот увеличивается в 2 раза, да? Сколько сейчас здесь их тут? Раз, два, три, четыре, ну 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Ну пусть 32 будет. Но никто не будет содержать 32, потому что та же башенка, которая наносит урон, точнее, она даже у себя не будет постоянно геттеры и сеттеры получать. Точнее, нет, она будет у себя получать, когда мы бафаем башенки. Но это когда баф башенок происходит. А у нее не будет храниться резисты. Ей резисты нафиг не уперлись. То есть резисты у нее не хранятся. ХП у башенок тоже отсутствует. То есть башенки у нас пока бессмертные. То есть ХП ей тоже не надо. Speed movement ей абсолютно до одного места. У нее speed attack, damage, range и ченсы. Все, больше у нее ничего не хранится. Больше ничего не надо для полного счастья. Та же самая история с enemy. Им chance fire вот эти вот до одного места. Им до одного места speed attack, до одного места range. То есть у них вырывается по кусочкам и там, и там. У нашей базы, ей вообще плевать на резистансы, на ченсы, на speed attack, movement, damage, range. Ей только хп надо. Все. Вот такая вот фишка. Короче, ладно, сделаем перебор, посмотрим, как это... Ну, на производительность я что-то сомневаюсь, что мы сильно заметим разницу с производительностью, то, что он обращается и делает переборы постоянно. Но вот это порнография, когда мы передаем... Короче, содержим в себе лишнее, это что-то как-то не очень. Так. Значит, здесь он заполняет его не весь. Вот это заполнение идет в помойку. А заполнять мы будем, скорее всего, в плюсах. В плюсах мы будем заполнять, а здесь я хочу увидеть usestruct. Я хочу usestruct увидеть. Struct f stat struct. Что там? Это я молодец. Смотри, какой usestruct написал. Видели? Generated body. Stat name. Stat name. Stat name. View property. Вот тут
приколюшка в том, что я хз, она будет как... сейчас посмотрим, будет или не будет. Stat name. Но, по-моему, там надо прописывать вот этот edit, anyway, вот это blueprint read only, или read write, в зависимости от настроения. Ее property, stat, подожди, stat float, float, stat value. Stat value. И, наверное, мы напишем так. Value stat. Stat name stat. Name stat. Так вот сделаем. Да. Stat struct. Есть сюда, мы его шлепаем. А fstat, по-моему, занят. Если мы сделаем fstat, он сейчас нас будет ругать, да? Или не будет? Все, может fstat сразу. Вроде не ругается. Вроде. Fstat, хорошо. Передали его. Его передали. Fstat. Теперь, вот здесь в геттерах мы должны будем делать перебор. А даже в самом этом сделаем for fstat. Fstat, поэтому const item stats array. If ладно, не будем упендряться. Так, if item точка name это const, да, не дает нам ничего туда забраться. Или что это не дает нам забраться туда? Почему он его не видит? Stats AS. Не, const ни при чем. Stats array. Ну, давай перезапуск. Какой value stat? Name stat. Name stat. А, не, value stat, все правильно. Value stat. Value stat. Этот понял, а этот не понял. Так, это нам... а это нам надо, кстати, тоже, если он ничего не нашел, 0.0. Так. Ой, вернее, подожди на место. Ctrl-C, Ctrl-V, та же самая история. То есть он его находит, здесь не return делает, а делает то, что он должен его присвоить. То есть item .value value stat equal new value.
если нет, то он ничего не сделает. Просто-напросто и все. Так, а теперь у меня вопрос. Почему ему не нравится этот самый? Есть большая вероятность, что ему не нравится то, что... Как он называется? Только я теперь не доберусь из-за вот этой вот фигни. Не представляется, возможно, узнать. Ну, давайте вот так сделаем. F-стат, по-моему, занят. Но это не точно. Нет, это не то. Точка запятой. Точка запятой. Точка запятой. Точка запятой. Точка запятой. Так, ну и вот здесь, кстати, он же должен будет его вернуть. Ну, то есть, типа return. Давайте break сделаем, мало ли, может дописывать потом будем. Разницы никакой. Есть такая история. А, ему все равно это не нравится. Member stat, name stat. А что у тебя там есть? Есть state name, вот этот вот item. Name stat, ну вот они все твои name stat. Все, вот отпустила. Ну ладно. Пойдет. Заполнять мы это все будем в Ну, можно это, кстати, заполнить и в этом, в плюсовых историях. Еще у нас-то есть вот эти enemy, stat, actor component и прочее. Можно здесь на конструкторе все заполнить их. А можно не заполнять их там. Я же говорю, походу вот эти мы лишние создали компоненты. Походу немножко лишние, совсем чуть-чуть. Час уже прошел. Час. А мы ничего не сделали за час. А мы ничего не сделали за час. А уже прошел час. Так, где у нас enemy? Вот наш enemy. Enemy тест. Угу. Сюда мы добавляем stats actor компонент. Вот этот. Сразу этот добавим, не будем никаких enemy добавлять. И у нас ничего не видно, правильно? Правильно. Потому что почему? Правильно, потому что вот этот товарищ. Edit defaults only. Blueprint read only. Категория. А нет, там через этот сразу идет. Оп. Категория. Какая категория? Это stats AAS. Все, такая вот вещь. Я, кстати, не знаю, как он воспримет. Лайфкодинг или не очень воспримет. Ну да, build failed. Там где-то ошибка. Да, ну сейчас посмотрим. Edit defaults only blueprint read only replicates protect. This stat is not supported blueprint class. Угу. Вот это вот blueprint type. Вот это вот и плюс ему нужно вот эти вот edit anywhere.
Blueprint, read, write. Категория stat. Стат. И вот теперь этому полегчало. Ой. Насчет Blueprint Type я не уверен. Скорее всего, не обязательно Blueprint Type указывать. То есть можно и не без Blueprint Type. Можно и без Blueprint Type. Это не точно. Очень не точно. Так, выбираем его. И вот он наш массивчик. Массивчик. Вот они наши инвалиды. И прочее, прочее, прочее. Вот мы здесь указываем наши статы, которые будут у enemy. Что у него будет? У него будет обязательно health current. Это прикольно. Подожди. Почему он на health current пишет invalid? Что за магия? Почему invalid это invalid, health current это invalid, health max это health max? Нам, кстати, теперь не нужна вот эта вот вещь. Скорее всего, из-за нее. Скорее всего, из-за нее им плохо стало. Ну, сейчас посмотрим. Давай, лайфкодинг. Оп. Я не уверен, что я сохранился, но неважно. Health current нет. Ладно, перезапустим. Selected, да. А вообще, эти параметры в любом случае не здесь указываются. Они должны будут при инициализации указываться. То есть инициализация должна залететь и задать этому все параметры эти. И вот этот set stat, который, если он никого не нашел, return там будет делать, он должен будет создать, добавить в этот массив новый элемент. Тест. Да, из-за той фигни. То есть у него health current и всякие и прочее, 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 прочее. Но мы их не здесь будем добавлять. Это надо в Data Asset делать. У нас есть Data Asset, и вот там мы должны создать массив статов. И при инициализации он будет из этого Data Asset устанавливать себе эти статы. Вот так. Вот такая вот история. Здесь мы его очищаем. Здесь мы это все закрываем. И убираем из... Убираем его, короче, из этого... Это вот убираем. Ну, это оставим, пусть будет. Все хорошо, пусть будет. Вот немножко модернизируем. Все-таки здесь return происходит. А в данном случае, если он дошел до сюда, то stats array add .add. Ну да, вот это вот, то, что тут прописано, вот это вот stat name и new value. Так, а он понимает, да, и все это, все у него хорошо. Ему не надо прописывать эту всю информацию, он сам понял, что он, что чему даст. Нам не надо будет его прописывать, да? Или надо?
Так, ну вот это ты ж деструктор, а нам надо этот перегрузить. Но если он пишет, значит он все понимает. Но это все равно не так делается. Ну, посмотрим, понимает он или не понимает. Надеюсь, что он понимает сам. Хорошо, мы создали его и добавили. Stat name и value stat. Есть такая история. Он новые добавит с новыми значениями. Stat name и value. Data asset. Data asset. Нужен нам enemy data asset. Есть enemy data asset. Enemy player project struct. Data, ага, enemy DA есть. И subclass enemy name. Name всякие эти subclasсы. Вот сюда вот мы добавляем новые property. T-Ray. Ray. И вот я уже вижу, с чем я столкнусь. Fstat. Стат. Столкнусь с тем, что мне надо подключить его, а он не знает, что это такое. Соответственно, мне, значит, надо будет подключать всю компоненту. Я не хочу подключать всю компоненту. Я не хочу подключать всю компоненту. Компоненту я не хочу подключать, и чтобы не подключать всю компоненту, нам надо сделать его отдельным файлом. Правильно, правильно. Или оставить там просто компоненту сюда. Блин, ну целую компоненту в header файл. Она небольшая, с другой стороны. Но все равно в датас что-то мне не хочется целый этот сандалить. Создам новый этот пустой класс. Stat. Extracts. Stat. Read. Сохранить. Давай сюда вот так. Опля. Ну да, Янам вот этот обязательно. Ой, вот это да. Красавчик. Есть контакт. Ну и здесь, естественно, его подключить надо. Struct stat. А так как у нас там есть enum подключить, нам этот не нужен enum здесь. Он, не, нам он здесь нужен, но он нам не нужен здесь. Да, короче. Все. Включили. Struct. Ой, подожди, это не здесь. Где у нас тут? Data asset DA. Угу. Вот тут он нужен. Stat struct. Хорошо, хорошо. Light damage. Light damage подождет.
А подожди, play damage не подождет. Play damage как раз таки, да. То есть он по const t-array возвращает вот этот const t-array, как мы решили, он возвращает f-stat. Все это по ссылочке stat. Stats. То есть статы возвращает. Ну и мы с ними работаем уже. То есть он вернет статы и понеслась. Но все равно их, конечно, перебирать все. Все это все сравнивать, все это делать. В любом случае, потому что там непонятно, где дэмэдж, где не дэмэдж. Структурой он вернет его. То есть все нужные свои, точнее все свои статы он полетел. Тебе даже не обязательно все статы. Он-то как раз таки соберет только нужные статы. Хотя у башни только нужные статы для нанесения урона, а у enemy нужные статы для дефа. Все. У них нет ничего лишнего. Поэтому они передаются все как надо. Проблема в том, что там их надо немножко сепарировать, разделять, и будет счастье. Так, а почему ты не ругаешься? Потому что в NMDA есть этот стат. Вопросов нет. В NMDA есть этот F-стат. Так как NMDA у нас имеется, то теперь при инициализации вот этой вот всей брейны, бла-бла-бла, таги он добавил, он должен будет сделать вот вызов инициализации. Вот это, кстати, то, что нас интересует. Он должен будет взять, обратиться к нашему get enemy AIS, вот этот get. А мы не прописали еще этот getter. Property team you stat stats as actor component stats as, да. Enemy as actor component stats component, нет, так вот будет stats component. Хорошо. Естественно, он не знает, что это. Мы ему сейчас объясняем. Потом создаем get stats s get stats s. Но тут все очень просто, как бы. Stats AS. Не, если не Stats AS, то Stats AS. Stats AS равен find component by class Stats AS или Stats AS. Все есть. Соответственно, вот тут мы его проверяем. Если нет, то stats AS, дальше stats AS, set stat. И вот тут начинается приколюшка, потому что на самом деле тут будет цикл for fstat stat const, что не меняется по ссылке item stats AS, достаем из него enemy stats, enemy, или как я его назвал? Ой, подожди, не из него достаем, мы достаем из этого, из NMDA. Из NMDA мы достаем stats enemy. Вот что мы достаем. Подожди, что происходит?
Дальше мы, получается, пробежались по всему, и мы должны из вот этого вот stats AS, set stat, да, и вот так вот сделать. Item name stat и item value stat. Так как у него его нету, единственная вот проблема в том, что он здесь будет, надо немножко сейчас init stat сделать метод, так как что у нас будет происходить в данном случае? Set stat, допустим, у нас там 20 залетает. Первый залетает, этот сразу пропускается, он добавляет. Второй залетает. Он проверяет первый, нет. Дальше пропускает, добавляет. Третий залетает, проверяет с первой, проверяет с второй, добавляет. Залетает, мы понимаем, да, то есть каждый последующий будет увеличивать и вот это бегать лишний раз. Поэтому мы сделаем не... Можно, кстати, закрыть вот эти enemy, Tower suck и enemy suck. Tower. Где Tower suck? А вот Tower suck. Stats AS. Stats AS есть. Я сделаю, наверное, init парам, который будет именно что добавлять. Или add stat. Set get add void add stat. Add stat. Принимает, в принципе, в себе то же самое, что и вот этот вот. И жизнь прекрасна. А еще можно, чтобы он принимал в себя сразу этот параметр по показателю. Ссылки. По ссылке принимал вот этот item. Точнее, fstat принимал по ссылочке. Fstat по ссылочке. Stat. Как вам const? Ну не const. Ну да, какая разница const. В данном случае мы-то его не меняем. Ага. А вот тут вот, я думаю, set stat, когда мы устанавливаем stat, нам-то надо знать его и этот. Может быть, тогда тоже его поэтому передадим. Или не будем передавать поэтому. Ну, посмотрим, когда дойдем до... Где он нам понадобится. Вот там мы узрим, надо он нам или не надо. Add stat, что он делает, правильно? Он берет вот этот вот и делает add stat. Все. Add stat. Подожди. Есть нюанс. Немножко может модернизировать. Add unique. И сделаем add unique. Add unique element to array if it does exist. Но дело в том, что я понимаю, что там тоже будет под этим проверять. Если сделать add unique, это же то же самое будет, что и вот это. Точнее, то же самое, что и вот это мы делали. Просто это скрыто, а это не скрыто. Так как у нас не тимап, у нас есть вероятность, что мы добавим одинаковые. А вот это вот, если мы сделаем через setStat, у нас эта одинаковость нивелируется. Она перезапишется, вы поняли? И вот он уже минус этот превращается в плюс. Это юник, он так как раз таки это и делает. Line index find return index return add. Ну да, он через find делает, то есть он тоже ищет ее. То же самое происходит. Это я просто скрыл его, взял. Блин, вот вопрос с одинаковостью, что делать? Одинаковость решает, короче, setStat проблему. Походу мы оставим setStat.
Если мы это сделаем, у нас будет два одинаковых стата может находиться. А с сет-статом у нас этого не может быть. Он сет-стат решает вопрос уникальности стата. Поэтому мы оставим сет-стат. Конечно, да, ему придется постоянно по этим бегать. Но... Я же говорю, add unique делает то же самое. Просто это он делает там внутри, мы этого не видим. А тут мы видим, и нам страшно. Поэтому да. Поэтому set stat, а тут скобочка пропущена. И все. Он пробегается по этому всему массиву и передает ему вот эти вот штучки-дрючки. Конечно, если бы мы сделали еще ссылочки его, а не по enum и float, было бы хорошо. Сразу передавать, чтобы не забираться вот это вот, не создавать две копии. Одну ссылочку сразу. Опля. Что если мы сделаем вот так? И мы повторим просто-напросто тот же самый код. А если мы вызовем этот, то это какая-то глупость будет. Какая-то глупость. Да, это глупость. Это глупая история. Ладно, пусть будет так. Всё, не страдаем. Есть, мы инициализировали наши статы. У нашего enemy теперь есть статы. У нашего enemy есть статы. Мы их подтянули от этого. То есть не назначили где-то там извне, черт пойми где. А в датастах. Все строго в датастах есть. Датаст залетает. Датаст делает. Окей. Окей. То есть к нему прилетает вот этот apply damage. Apply damage, который мы еще не описывали, его не реализовывали. Apply damage. Смайлик, правильно. Ой, нефиг. Apply damage, вот этот залетает. Залетает этот. Мы должны взять damage, вот этот чекпоинтер, сделать чекпоинтер get damage s, damage actor component. Потом, если есть damage actor component, damage actor component, из него сделать, да, get over, молодец, подсказчик. Actor компонент, и из него вызвать метод типа calculate, damage calculate, типа такого, и вернуть float он должен будет. В нем содержится формула расчетов по этому самому, то есть резистов и прочего. Мы в него отправляем вот эту штуку и как-то damage calculate, damage calculate. Принимает он в себя TRA. Первый — это цель, target, stats и damage stat. То есть target, stat и damage stat. Вот это damage stats. Давайте так сделаем. Damage stats, чтобы сразу понимать, что к чему. Damage stats.
То есть статы урона тоже констатируй. Только в начале ты должен будешь принимать... Ой, что я делаю, молодец. Target stats. Calculate. Так, идем, короче, в Damage AS. Начали создание метод. Damage AS. Почему здесь больше? Потому что всякие эти, да, структуры и датасты. Damage stats у нас есть... так, виртуалы первые. Ну, мы тоже его, кстати, давайте Virtual Void сделаем, чтобы потом вспоминать, почему он Virtual. Да, магия. Damage Calculate. Туду расчет урона. Спасибо. Только не Void, а Float. Float. Возвращает Float. Так, принимает он в себя 2 раза вот это вот. Он степ стат. Сейчас мы тебя подключим. Только здесь таргет. Таргет статс. Damage stats. И он работает с этими двумя. А подожди, зачем нам передавать его поэтому, если он должен будет... так он их не изменяет, что толку? Он их не изменяет. Все правильно, что они идут как эти... Return Zero. Return Zero — это здорово. То есть у нас есть damage, который у нас есть таргет, который... Ауф. Сразу кота. Дракула, ты видел? Там новая команда одна появилась. Привет. Тебе везет, кстати, на этого кота. Здорово, как дела? Здорово, дела хорошо. У тебя как дела? Новая команда. Дендракл. Новая команда. Появилась. Так. Давайте простой сейчас сделаем. Расчет урона. Это... Ну, туду расчет урона мы оставим. Тудушка, может быть, потом пройдемся. Сейчас флот. Да, магия. Equal .0, понятное дело. Здесь мы возьмем damage stats. Да, магия stats. Нам-то надо их перебрать и найти именно damage. Там найти health и взять... Ну, для начала мы просто, смотри, что сделаем. Мы делаем for. Чё? For. У меня все норм, тут утомился от кудинга и спал 12 часов. О, запишите его, чтобы слышно было. Не, эту команду ты уже юзал. У меня все норм, только утомился от кодинга и спал 12 часов. Это мало чуть 12 часов или много? Или за сколько времени ты спал 12 часов? Там другая команда, ну. О, визу в эффектах. О, да, она. Так. For. Брук, Да. Только я его не добавил в этот. Надо в этот добавить. 12 часов подряд. 12 часов подряд спал? Или не спал? Подожди, я что-то пропустил. Спал 12 часов, у тебя написано. 12 это мало, что ли? Как там его, да? Него. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Да, есть такое. Все, короче, я добавил брух.
Пока у нас простой дэмэдж, он просто возьмет здесь, найдет айтем. А я забыл структуру свитча. Подожди, свитч. Свитч, вот же он, да, кейс этот, свитч, все, это беда. Че такой грустный кот? Дракула, что случилось? Точка, name, стат. Кейс. Yes, state name damage. Damage. Коты отражают твое настроение, а не мое. А, мое настроение, вот так вот. Но все равно к тебе тогда вопрос. Что такое кот грустный? Вопрос все равно к тебе. Блин, он-то брейк выдаст в этом, в свече. Что толку-то? Мне надо, чтобы он здесь прекратил. Видишь, свич не сработает. Ладно. Мы тогда сделаем так вот. If item. Ну, мне это, конечно, не нравится. Вот эта вот вся история, но... Наверное, в этом году урожай картошки был слабый. А, поэтому, да. Ну, наверное. Я только понял. Ты молодец, конечно. Это ты, да. Так, ну и return на магия. Ну, в данном случае, да, нам не надо таргет никакой. Мы тут не рассчитываем уроны всякие вот эти вот. Нам просто надо, чтобы он просто работал. Он возвращает нам дэмэдж. Мы-то метод написали, все. Дальше мы его доделаем. Расчет урона сделаем. А вот он нам вернул флот. Принимает он в себя, значит... Также нам нужно, кстати, еще сделать get stats. Stats AS. И из Stats AS вытащить всю эту штучку. Соответственно, мы идем в Stats AS и get all stats. То есть делаем const t-array stat get all stats. Красавчик. А может быть, знаете, что мы сделаем? Смотрите, а. Вот так вот мы сделаем. Как вам? Ага. Да. И отсюда get stats. Stats s. Мы достаем get all stats. Это target stats. То есть это мы. Damage stats это damage stats. Damage stats. Все, мы передали, мы получили флот. И, соответственно, мы должны как бы применить результат. В данном случае это apply damage. Мы понимаем, что это у нас как бы идет вопрос к этим. Соответственно, что? Правильно. Здесь создадим флот. Флот damage. Можно даже вот так вот сделать. Const. Вот такая вот фишечка. И значит мы берем и stats s set stat stat name else current
И второй это дамаги. Все. По идее, все. То есть, Projectile. Теперь нам надо, чтобы Projectile взял, шлепнул на вот этого enemy характера, станул. И вызов у него сделал. А он может даже не вызов у него не делать. Вы поняли, за счет этого он может вообще не вызов не у него делать даже. Нам и play damage вообще не нужен. Вы поняли? Ну, хотя, да, это удобнее play damage просто оставили здесь и все. И не надо делать в разных местах, если мы делаем и play damage. Но вообще сам Projectile может это все сделать. На Unreal не принято писать чистые классы на C, чтобы они никак не были связаны, наследовались, с классами Unreal. Почему? На Unreal не принято писать чистые классы, чтобы они никак... Почему не принято? Ну, может быть и не принято. Не, я понял. Я не знаю, что там как принято. Да пиши. Если оно работает, пиши. Проблема. А то принято. Ну, вообще, да, не принято, но если это работает, то тебе никто не мешает так делать. Делай. Если тебе так хочется, делай. Если это оправдано. Пиши как хочешь, просто не будет связи в редакторе. Ну да. Ну да. Да тоже. А это ж плюсы, свобода. Делай. Почти свобода. Unreal там, конечно, палки в колеса-то поставит тебе, но делай как хочется, так и делай. Set stat. Set stat сделали. Damage мы передали. Чистые классы на C++. Чтобы никак не были связаны. Но смотри, если ты ж пишешь чистые классы и создаешь через оператор new, тебе же надо их потом чистить память, потому что у тебя утечка будет. Вот. Так вот, у нас сам Projectile может вообще не знать ничего о enemy характере, а сделать вот эти же действия. То есть вот эти вот действия все он может сделать у себя. Единственное, что и каждый этот будет постоянно получать find component. Первый, запускать там действие, потом find component второй, получать действия. Это не очень хорошая история. Это мы от одного каста переходим к двум кастам. Это плохо. Потому что здесь там акишировали, то есть он запомнил один раз. И все остальные разы он не будет этого делать. А там будет. А у меня такая ерунда. У прыжков есть ивенты настройки скорости поворота персонажа. Но их время действия пересекается, что вызывает баги у меня. Значит, придется добавить эры для них, который... Да что за баги? За баги. Так, где у нас Projectile? Projectile. Где он? Кто знает? Projectiles. Это наш Projectiles, Begin Overlap. Он проверил то, что этот самый. После чего? Просто в Unity мы стараемся абстрагироваться от MonoB и другими классами, чтобы API оставался чистым и касаемся их только на высоком уровне конкретной реализации. Будет считывать приоритет и ставить именно его значение. Ну так, у одного время действия заканчивается и скорость поворота возвращается в нормуч, у другого ивент время еще не закончилось. Понятно. Unity. Unity это весело. Как одно время действия заканчивается и скорость поворота возвращается. Интересно просто было, как в Unreal это делают. Да, в Unreal как хочет программист, так и делают. Ну, вообще, конечно, да, не особо Не люблю принято. лишние динамические массивы.
Вот это вот, все в макросы вот эти вот и всякие делают анриеловские, чтобы это и в редакторе было доступно. А, Но, но. Короче, принято так, но сейчас. Де юре не принято, де-факто шлепается как получается. Из того, что я видел. Так, Other Actor. Вот тут вот нам надо enemy характера сюда засандалить. Ну или сделать так, чтобы в конце действия одного ивента он проходился по всему массиву ивентов, искал другие и ставил их значения. Они типа перекрывают вот это то, что меняют значения. Ну, тебе надо множество флагов ставить, условно. Ну да, как массив ты там сказал. Какие-нибудь флаги ставить или еще что-нибудь. Так, enemy, характер. Enemy характер. Мы, значит, берем вот этого enemy характер. Enemy характер, каст. Ну, можно и так, да. Каст, потом check pointer. Характер. Если enemy характер, то apply damage, projectile DA damage stats. Такого нету. Можно для оптимизации добавить счетчик количества ивентов, которые меняют скорость персонажа. Добавить счетчик количества ивентов, которые меняют скорость. Можно, да. Так, значит, projectile нам надо создать структуру, данные или еще что-нибудь. Короче, чтобы он damage stats вот этот вот хранил в себе. Damage stats. Сейчас все передает, конечно, некрасиво. Ну ладно. Ее property. Damage stats, f stats. F-stats. Это дела. Stat.h есть. В смысле, struct stats. Struct stats. Что? Stat name and stat h. Struct stat h. В чем проблема? F-stat. Stats. Писал, молодец. Есть damage stats. Он, значит, передает свой damage stats. Все хорошо, полетел. Надо скопировать его, правильно? То есть вот в эту инициализацию, где он всякие штучки делает, он должен передать вот эти параметры damage stats. А apply damage должен происходить только на сервере, серверной части, поэтому мы ему сейчас поставим. Почни вражеская коллизия. Кастит на прочектайл и получает данные, не проще будет. Почему не вражеская коллизия, кастит на projectile? Ну, потому что вражеская... В смысле коллизия? То есть не projectile соприкасается, а этот смотрит, соприкасается ли он с этим самым, с какими-нибудь проджектайлами. Но смотри, с подключением, ну тебе в любом случае подключать его, по-любому какие-нибудь вытаскивать геттеры. Насчет утечек. В любом случае нужно будет делать какой-то жизненный цикл объекта. Тут неважно, ты после конца жизненного цикла перестанешь использовать объект, чтобы сборщик пометил его на очистку, или сам почистишь. Второй вариант даже лу. Нет,
Ты не понял, когда ты создаешь свой класс, не помечая его вот этими пропертиями и прочими, и через оператор new, сборщик мусора анриловский тебе ничего не соберет. Он не знает, что это такое. И у тебя будет дырка в памяти. Ну, утечка, короче. Если ты сам его не почистишь. Он... Я понимаю, с Unity это страшная вещь, там все само чистится, но тут так не работает. Это плюсы, это так не работает. Он его ничего не почистит, он забьет болт на него и пойдет дальше, сборщик мусора анриловский. Если там не помечено вот этим вот ее property и не сделано через анриловские все вещи, будет дырка, по-моему. А если не будет дырки, то тогда он его воспримет как что-то злое, он его сам почистит, когда он захочет. Но, скорее всего, такого нету. Такого не сделали они. Вероятнее всего, будет просто дырка у тебя. Ну, если ты просто его, типа, не очистишь память, а указатель потеряется где-нибудь или еще что-нибудь, и все. До свидания. Что если бы он чистил, он-то там не следит за этим самым, за его, есть ли там какие-то ссылки на него или нет, если ты свой создал этот. И через оператор new еще дополнительно, и свой класс, вот это вот. Тогда хоть на компонент, не чарактера. Но у тебя не получится на компонент. Я ж тебе, смотри, в чем смысл? У тебя не важно, короче, если у тебя этот или этот будет, ты просто, если ты, короче, будешь компоненту делать, то тебе дополнительный нужно делать на projectile, тебе нужно будет из него вначале достать данные, а потом все равно же запустить этот же метод и добавить этот самый. А здесь ты не достаешь данные, ты напрямую сразу метод запускаешь. То есть тебе и там каст надо будет сделать. Но если ты на корректера, тут же в чем прикол? Тут первая компонента считает урон, вторая компонента принимает результат. То есть получается, что тебе надо будет 2 раза каст делать на 2 разные компоненты. Понимаешь? В чем суть? У тебя так 1 каст, так 2 каста будет. Что как бы, вопросики есть. Вопросики есть. А чем тебе так не нравится то, что на это? Можно через этот сделать, как его? Apply damage этот можно сделать через интерфейс, если тебе так прям... Я имею в виду, можно его чистить самому. Мы просто на шарпах просто перестаем использовать, а у тебя будет ручная чистка. Что там, нужно будет иметь жизненный цикл объекта. Ну да. Ну, там, где ты его самостоятельно создаешь, и это, да, ты там полностью следишь, когда его очистить, зачем его, если ты прошляпил, то ты прошляпил. А в шарпах, да, ты просто там же удаляешь вот эти вот, чтобы ничего не ссылалось на него, и он там сам потом когда-нибудь его шлепнет. Чтобы ссылок не осталось на кучу, и все. Ну, короче, ссылок никаких не было на объект, и до свидания. Так вот, что не так-то, что он на корректера идет? Что не так? Что этот самый знает о корректере, но с таким, ну, тогда можно его сделать на интерфейс. Полегчает? Я могу сделать интерфейс. Все ради зрителей. Ради зрителей. Могу сделать через интерфейс. Тогда он будет только об интерфейсе знать. А пока же класс корректера может понравиться. А что именно тебе надо в корректере? Ну вот класс корректера, вот он. Вот он, все. У него 3 геттера, это компоненты, он свои получает. Вот такие вот геттеры. Разные тут компоненты, контроллеры он получает. И инициализация, и apply damage. Все, вот он, корректер, вот он. Все. Ну, понятно, что он потом чуть больше станет, но тем не менее, вот он. Может понравится, говорит. Может понравится. Так а что не так-то? Я хочу пояснительную бригаду. Интерфейс лучший выбор. Так а что не так? Ладно, сделаем интерфейс. Все. Я хотел хедер. Такого я показываю. Вот хедер. Вот он, хедер. Вот он. Тут 4 указателя и методы, все. Ну, понятно, допустим, в 2 раза методов больше, 2 раза указателей больше будет. И какой-нибудь еще структура какая-нибудь. Все. Условно.
В таймер хендл какой-нибудь. Так, а что не так-то? Ну, хорошо, большой, допустим, большой, он маленький. Какая разница-то? Что мы его подключили в плюсах? Много кастов в тик на тяжелый класс характер, если у тебя будет много башен. Так кастует-то не башня, кастует как его... Там каст у тебя все равно останется, понимаешь, в чем прикол? Каст у тебя в любом случае остается. На компоненту, на интерфейс, на характера, неважно. У тебя все равно каст остается. И у тебя не башня, не каждый вот этот вот плевок башни Бурине делает. интерфейс очень А когда обоссанный. именно попадает проджектайл, то есть когда проджектайл долетает и попадает, он делает вот этот и удаляется потом. Значит, тебе все равно каст делать в любом случае. Вот, ну, как ни крути. Ты первый раз сказал на этом самом, на компоненту. Тоже каст. Спроси у ГПТ, как лучше. А какая разница, как... Фу, блин, причем здесь ГПТ? Тебе все равно каст делать. Вот смотри, ты же, наверное, сказал, потому что там каст. Типа, мол, часто наносится урон и кастов много. А каст не то, чтобы супер-дупер какая-то сложная история будет. Он там от характера сразу идет enemy... Фу, не от характера, он от актора, по-моему, да? Кастует. Ну да, он от актора, что там, павн у нас идет, потом характер, потом этот. Не то, чтобы сильно далеко. Да не в касте деля, а в том, что характер большой. Так, а что ты? Ну, хорошо, большой он. Ну, а дальше-то что? Что это? В чем проблема? Какая разница, какой он? О каком касте идет речь? Ты же не объект получаешь, ты же не объект дублируешь. Какая разница, большой он, маленький? Ну, хорошо, допустим, он большой, допустим. Допустим, он там мегабайт весит. Что, и дальше что? Ну, хорошо, допустим, он мегабайт весит. Я, кстати, не знаю, сколько он сейчас весит. Наш. Он 2 килобайта он весит. Допустим, он весит не 2 килобайта. Ну, понятно, что он больше, там же его еще эти, как клиенты туда сверху. Ну, хорошо, пусть мегабайт весит. 2-3 мегабайта. В чем проблема? Какая разница? Какая разница будет между тем характером, который весит 2 мегабайта и 1 мегабайт в касте? Ну, даже не 1 мега, а 2 килобайта. 2 килобайта и 2 мегабайта. В чем проблема? Ты же понимаешь, что он его не сохраняет? Же указатель берет 8 байт. Же указатель берет 8 байт, причем он создастся в этом. Вообще размер объекта при касте не имеет Ну да. значения. Данные анреаловской рефлексии одинаковы для любого класса. Ладно, что быстрее интерфейс 4B или персонаж 2 килобайта, сколько МС уйдет на какой каст? Подожди, а при чем здесь размер? При чем здесь размер? Размер-то при чем здесь? Что, по-твоему, происходит, когда каст идет? Ну, вот когда каст. Вот что происходит во время приведения типов? Же создает объект заново или что? Или перебирает его весь побайтово? Или что происходит? По-твоему? Он там сравнивает классы. Все наследников идет по очереди. Вот я поэтому и сказал, что у нас от актора идет павн, от павна идет характер, а потом идет наш. То есть ему надо вот этих пару ступенек сделать. Все. Ну, интерфейс будет быстрее. Тут без вопросов. Интерфейс произойдет, каст на интерфейс быстрее. Тут, но там быстрее, мы же понимаем, что мы говорим, она на секундах каких-то. Сравнивает переменные и т.д. И что быстрее сравнить один параметр или 2 копейки параметров. Я знаю, весь объект отсылается на сервер Йопиком, где их индусские специалисты разбирают его по байтам.
Он не сравнивает переменные. Вы чего? Алло. Какие переменные? Он сравнивает классы. Он каст тяжелый. Этот самый. Не потому, что он сравнивает все переменные. Ты что, гонишь? Ты представляешь, насколько это мощная тогда была бы вообще кастить на что-либо вообще? У нас стопались бы. Тип, ладно. Он сравнивает тип, а не переменные. То есть он посимвольно сравнивает вот этот enemy, вот этот характер. То есть он идет и по очереди от одного до второго сравнивает его по символе. Вот у тебя есть актор, следующий у него павн. Он идет, ну, он пойдет дальше тут вверх. То есть вот он есть enemy характер. У этого есть там характер. Он идет дальше, выше, выше, выше. И вот эту цепочку он установил, если да, он привел тип. Всем привет. О, я вовремя пришел. Интересно, реально, что под капотом происходит при касте. Привет. Он сравнивает тип данных. Он не сравнивает, ты что гонишь? Он не идет по вот этим внутренностям. Неважно, сколько тут чего находится. Тут может быть в 10, в 100 раз больше. Тут может быть просто миллион вот этих всяких интов, булов, там, флотов, указателей и прочего. А Ты у тебя хорошо идет объяснил, сравнение вот но этих я всё классов. равно буду настаивать Идет. на своей версии про индусов. Именно вот он посимвольно сравнивает именно вот эти вот классы. А как он это сравнивает? Как посимвольно? Посимвольно. Посимвольно. А эти самые, как его, интерфейсы, он там что-то рефлексия, что-то там бла-бла-бла. Ну, то есть оно быстрее произойдет. Когда ты кастишь именно на интерфейс, если он реализует или не реализует, то он произойдет, естественно, быстрее. А еще, ну, чем просто каст на класс именно. Это безусловно, да. Но там вопрос на наносекундах. А еще, если ты кастуешь, допустим, предположим, вот у меня есть enemy характеры. Ладно, по-твоему пойдем, где больше символов в 2 копейках байте или в 8 байте. Так он посимвольно сравнивает не все символы, он сравнивает только названия классов. Символы названия классов он сравнивает, он не сравнивает все вот эти вот символы. Ты еще гонишь, что ли? У тебя есть по классам, он по классам идет от приведения типа класса, а не приведения всего. Ему не надо знать о том, что все, ты представляешь, что это то, о чем ты говоришь, если у тебя огромный объект. А мы кастим в какого-то предка или во что? Мы сейчас из актора приводим каст в характера моего. И каст, допустим, от характера до актора будет медленнее, чем каст от павна к актору. Только потому, что там дополнительный вот этот класс, надо ему проверить павн. Все. Вы чего? Какие этот самый? От размера не зависит. Будь он хоть 2 мегабайта, хоть 20 мегабайт, хоть 2 Там гигабайта. просто методанные сохраняются и просто потом проверяет посимвольно, сравнивает, что от чего идет вроде. Ну вот. Ты забываешь, что уриновский каст еще проверяет на иерархию наследования. Ну вот это она и есть. Всем сишникам плюсы, остальным решетки, староверам ничего не дам. Он, неважно, сколько он весит, вообще не имеет для каста, не имеет значения, сколько весит объект. Вообще ему плевать. Тогда go эксперимент, создай цикл. Создай цикл. Чего цикл? Маленького объекта и большого объекта. Ты мне предлагаешь сейчас создать огромный этот самый, как насовать туда всяких интов и этих, и кастить на него каждый цикл. И каждый на этот цикл кастить. Кастов на чарактера. Ну, я тебе только что объяснял, что каст на класс будет медленнее, чем каст на интерфейс. Чарактер. Он будет медленнее, но не из-за того, что тот больше Размер весит. не имеет значения для каста. Имеет значение глубина наследования. Вот именно. Насуй статический массив из 999 интов в лишнем чарактере. Ну, тут ГПТ только в помощь, типа, мол. Потому что то, что говорится о том, что размер имеет вот это значение, это только если я сейчас создаю миллион полей каких-нибудь, потому что мы не увидим именно... Нам надо сравнить каст на мелкого, на мелкий объект и каст на большой объект. Надо, чтобы он был больше, ну не на 2, на 3 поля. Нам надо, чтобы он там 1000 полей была разница, чтобы мы увидели вообще эту разницу. Хоть как-то ощутили.
На 1000 полей. Я не буду сейчас 1000 полей создавать. Статический массив — это одно поле. Да, а мне на 1000 таких. Ты чего? Не гоните. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Это, может быть, имеет значение в синтетических тестах. Да, размер объекта для каста никак не... Ясно. Магнусу нужна лекция по статическим массивам. Да, надо. Да хоть пустой 1 копейка кастов на пустой характер, и 1 копейка кастов на интерфейс. Я же тебе объяснял, да, интерфейсы быстрее, потому что они немножко по-другому работают, он проверяет тупо, реализует ли этот объект, этот интерфейс, и все. А там у тебя идет по иерархии вверх, пока не дойдет до этого. То есть он снизу вверх или сверху вниз, я хрен знает, откуда он там, куда идет, но скорее всего сверху вниз. Ну, то есть от актора он идет вниз. То есть там он по иерархии проходится, посимвольно все сравнивает, а там он у тебя просто типа чуть ли не бул сравнивает, типа труф, он там не совсем бул, но тем не менее. Понятно, что кастный интерфейс будет быстрее. Да, он быстрее. Но мы-то говорим не о том, что это мы сейчас зацепились за тот факт, что разница каст на мелкий объект и каст на большой объект, есть разница. Нет разницы. Если у них иерархия одинаковая. Для тебя вся сложность из-за наследования. Для меня вообще здесь сложности нет. Магнус, вот у тебя есть структура на 3 инта, и ты добавил ее в класс. Насколько объекты класса станут тяжелее? На 3 инта. Или что? Для меня здесь вообще проблемы никакой нет. Я не вижу здесь проблемы. От того, что будет каждый там, пусть башенок много будет, я не знаю, каждые 3 кадра будет каст происходить, да, вообще ничего не поменяет. Я же говорю, все ради, я создам интерфейс, мне вообще, ну, как бы, не это самое, не впадло. Но скорость каста не зависит от размера объекта вообще никак. Она зависит от иерархии наследования, все. А вот ты добавил статический массив инта 3. Насколько теперь станут тяжелее? В смысле, это та же самая история. Всё, я понял, о чем ты. Все, тише. Тише будь, короче, все. У меня проблема лишь 1 копейка пуль, которые костят в персонажа, а так все нормаль. Ну теперь ты готов создать интай 999 вместо 999 разных полей. Да, Дендрак, молодец. Так, подожди, а откуда ты взял, что вот это вот от размера зависит этот самый, вот это вот, то, что пробегается, вот, по всем полям, что-то сравнивает их по байтово, потом сравнивает, ты говорил там, ну ты не так сказал, ты сказал, что ну типа байтов там столько надо сравнить и столько сравнить. Откуда это вообще информация? Ну, так, ай дэмэдж будет. Блин, тогда мы этот не создаем, ничего больше. Да. Ну, все, короче, дэмэдж будет, все, ничего не знаю.
В доке прописано АТМС. А он в студию. Не может быть такого. Обманывают. Ой, подожди. Тра-та-та. Подожди. Реализация того на характера должна быть. Так, ну все. Поздравляю нас. Ну, как бы все есть. И вот здесь нам надо его тоже подключить. А какое взаимоотношение у чара и актора? Они в иерархии как расположены? У какого актора? В прикасте вот этом вот идет актор, потом идет апаун, потом идет характер, а потом идет мой класс enemy character. И вот эти 4, то есть идет актор, павн, характер, enemy character. И ему нужно вот эту цепочку всего лишь пройти. Я не знаю. Может так, типа damage интерфейс. Интерфейс. Как бы мне-то это самое. Все это самое, как его. Все по заказу зрителей. Сказали, надо интерфейс, сделаем интерфейс, вообще без вопросов. Ну, и тут тут спорить смысл в том, что быстрее будет каст на класс или каст на интерфейс, понятное дело, бессмысленно спорить. Каст на интерфейс быстрее произойдет. Но вот это то, что она все перебирает, да, это бред, потому это так не может быть. Ни в теории, ни на практике, так как этот самый, мягко говоря, это не оптимизированная история вообще, мягко говоря. Так, мы-то его прописали, он-то делает, но нам надо инициализировать сам projectile. Он-то нифига не инициализируется. Вообще. Нужно его инициализировать, в смысле вот этот вот урон передать. То есть его должен Tower
Тавр, мастер передать. Мастер передать. Вытащить из своей вот этой вот. Только мы ее немножко сейчас переделаем. Где этот getter? Get tower actor component. Get stat actor stats. Actor component. Use stats. Actor component. Stats actor component. Так, Frontier, Stats Actor Combo. Тоже вот это вот поменять. Stats Actor Component. Отходил, так как решилось интерфейс или как было? Да, интерфейс решилась. Я же сказал, все ради... Ну, типа, зрители сказали, все делаем тут, без вопросов. Ну, Дипсик говорит, что класс предок находится в начале куска памяти, выделенного под класс наследник, поэтому многоуровневый каст также эффективен, как и одноуровневый, а вот с интерфейсами не так все просто из-за того, что интерфейс может лёж. Объекте где-то со смещением. ну, да, но интерфейс, там у Unreal свои там рефлексии, бла-бла-бла, что-то он там использует. И он напрямую спрашивает, есть ли у этого класса. У меня есть видос по этому поводу, по поводу кастов и интерфейсов на ютубе. Вот я делал. Там я подробно, в принципе, пояснил, как там что, как работает. Ну, а по поводу того, что быстрее, да, тут без вопросов. То есть вариант, где интерфейс, в данном случае, действительно, если будет 20, там, 30, 40, 50, 100 башен стоять, и каждая будет фигачить, это Вот будет его быстрее вывод после происходить. небольшой беседы и в целом выглядит разумно. Вроде не наголюнил. Каст к интерфейсу потенциально более дорогой, чем каст к конкретному предку. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не, это он врет. Он врет. Тут же еще нужно понимать тот факт, что в плюсах нет интерфейсов. Давайте начнем с этого. Я вам открою страшную тайну. В плюсах нет интерфейсов. Интерфейсы это, в данном случае, интерфейс это анриловская история. И он там, Unreal, сам что-то там наделал с ними. И, насколько я помню, это просто-напросто ты, когда делаешь этот каст, там он просто идет в хранилище и сравнивает, типа, мол, у этого объекта есть эта штука или нету. Есть, все, пошел. Она быстрее. Поэтому... Ты ошибаешься. Так я ошибаюсь. Типа каст на интерфейс медленнее, или о чем речь? Или где ошибаюсь? Или как работает? Или я ошибаюсь в том, что нет интерфейса в плюсах? Или в чем я ошибаюсь? В плюсах у классов, у которых нет полей, есть принципиальное различие. В чем здесь это? Я говорю, что в плюсах нет такого понятия, как интерфейсы. Это всего лишь множественное наследование. Это тоже класс. Просто вот его так определяют. Это не какая-то фишка, как в других языках именно есть интерфейсы.
Так, ладно, дальше идем. Это мы вернули. Здесь надо тоже его переисправить. Когда ты просто наследуешься от нескольких классов, то их поля располагаются по порядку, а есть наследование виртуальное, то на одинаковые предки создаются поинтеры перед этими полями. В смысле нет, он же есть. Ты объявляешь метод без реализации, и все наследники обязаны его реализовать. Но это просто обычный Какая класс. ерунда, Но избегайтесь, если эти предки не имеют полей вообще. тут проще не у меня спрашивать, я не объясню, потому что я объяснятель еще тот, но вообще нету. Есть множественное наследование. И в плюсах интерфейсы реализуют с помощью множественного обычного наследования. То есть создается класс, и ты у него уже делаешь там virtual void, вот эти всякие, и наследуешь через них там что-то как-то им присваиваешь и прочее. То есть нет как в C# четко у тебя и интерфейс там какой-нибудь, и вот все через него идет. Это просто обычный класс ты создаешь. В общем, там за объяснением, почему в плюсах нет этого самого. Магнус Карыч. Класс без полей — это интерфейс, как ни крути. Оставьте что-то на завтра, Дендвай Ракле. Класс без полей, это интерфейс, хорошо. Здесь поменяли. Нам нужно инициализировать его при спавне. Ты говоришь, что эти виртуал-войды не интерфейсы, потому что нет ключевого слова интерфейс. Смотри, я не объясню тебе, почему в плюсах нет интерфейсов. Это надо к ГПТ, либо к умным дядям. Здесь не умный дядя, здесь глупый дядя. Здесь дядя не умный, поэтому надо к умному дяде идти какому-нибудь, ну, либо тете. Вот там вот умный дядя или тетя тебе там расскажет. А здесь умных не водится, так что... Этот самый. Где? Я не могу спаун найти. Вот мой спаун. У нас init происходит, и он должен будет взять из... Привет, с днем заливного пирога с семгой. Привет. Я глупый дядя. Ты глупый дядя, это я глупый дядя. Ты не забирай у меня хоть этот самый, как его, титул. Не знаю, как сказать, get stat. А я уже титул забрал глупого дяди даже. Дядей побыть нельзя. Ха-ха-ха, просто умные дяди, которые книжки пишут говорят, что интерфейсы есть, КМК, это какой-то срач за определение. Да, там на уровне определения, да, совершенно верно, на уровне определения. Его нету, но он есть. Ну, я имею в виду, когда говорю, что его нету, это не значит, что его нету в принципе, то есть им нельзя пользоваться, нет ничего это нету, это имеется в виду, если разбираться по тому, что такое интерфейс вообще предполагается, что такое класс, что такое интерфейс, что такое этот. То есть его там, ну, вот как де юре и де факто, знаешь, что есть вот. Де юре его нету, де факто он есть. Так, stats AS. Нет, этот самый, нам надо достать get all stats и передать его сюда. Я только что принципиальное различие интерфейсов пояснил, но меня никто не слушал. Смайлик грустный, не грусти. Все будет хорошо. Почему он его не видит? Stats AS. Потому что туда он ничего и не принимает. Нам же надо указать, что он именно сюда принимает. А я сюда, знаете, что я хочу? Вообще выводите const. Я хочу сюда. Какая разница const? Ну, ссылкой. Он все равно, он же не примет. Он же сам по себе возвращает const. Array. Array fstat. Stats. Damage stats. Stats. Да, damage. Да, магия. Stats.
Projectile Master. Init Projectile. Хотя, если обрабатывать попадание проджектайля, можно не создавать лишний интерфейс. Но тебе надо будет кастить на компоненты. Всё равно. В Характере. В смысле? Характер. Ничего не понял, ты меня запутал. Вставляю. Так, damage stats. Дамаги stats. Так. И вот этот товарищ. Да. Get all stats. В теории все, уже урон должен приниматься. Применяться. Но мы вот сюда вот шлепнем его. Посмотрим, что тут хранится, что там хранится. То есть у нас есть дэмэдж, который... у нас... Подожди. Мы сейчас будем еще репарен делать. Для датастов. Сейчас я глаза пошире открою, чтобы найти их вообще. Вот они. Просто у нас дело в том, что Тайвер D и Enemy D, у них-то общак есть. Вот это, кстати, убрать можно. Вот это убрать, вот это убрать и вот это убрать. Это все поубирать. Все в массив засунуть. Все в массиве том держать тех статов. Короче, у них array общий. Entity Base. Подожди, я сищу, это у тебя Entity Base. Entity Base у вас общий, у Тавера. Вот как определить, тут какой надо класс такой общий, чтобы туда и Entity Base попал, и этот самый попал, и Enemy. Типа вообще stat DA какой-нибудь. Stat DA, там просто хранится DA, и все. DA просто. Тера из статов хранится там. Я же не хочу создавать в каждом его. Мне это не нравится. Stat DA. Эх, весь самый интересный срач пропустил. Да. Заруба такая была прям вообще. Прям экшен целый. Ой. Asset. Stat D будет. Я думаю, сюда мы его добавим. Data asset. Кстати, хотел спросить, а нормально ли в гид заливать папку Content.O? Ну, если у тебя купленный гид, то нормально. Подожди, в гид. Фу, я GitHub у меня сразу в голове. Заливать папку контент. Если у тебя лишнее место есть, то нормально. И если тебе надо, то нормально. Смотря, что ты хочешь. GitHub. В GitHub.
в GitHub. Но если у тебя куплено, то нормально. Если там места много, то нормально. Можно. Если нет, то нет. Смотри, что у тебя в контенте. Если тебе оно надо, там, ты его не хранишь больше нигде, то, конечно, у тебя какие варианты. Если не надо, то не надо. Это же просто очень просто и легко. Так, это же закрыть, правильно? Закрыть. У меня 10 гигабайт ассетов. Ну, значит, бесплатного хранилища тебе не хватит. Тебе надо платное, что было. Тебе надо, чтобы было платное. Сетов. Там же гиг, по-моему, да, дает GitHub на этот самый, на все это безобразие. То есть это норм практика. Ну, конечно, норм практики. Тебе-то надо где-то их хранить. Ну, если ты их не хранишь локально, то есть не делаешь какие-то бэкапы локально, то тебе же надо их где-то хранить. То ты заливаешь. Если тебе не надо, то не надо. Тут прикол в том, что это же бабосики стоит. Бабосики, понимаешь? Если бабосики есть, то вперед. Если бабосиков нет, то назад. Все просто. А то мне ГПТ гнобит по этому поводу. КПТ. Ну, ты его попросил, вот он тебя и гнобит. Наверное, так было дело. Стат NVDA. Мы сейчас его сделаем этим самым. Так, паблик. Anywhere, blueprint, return, категория, stat, DTRA. The Camel Keys Inquisitor на вачпе, мне кажется, нет. Если нет, ненормально, типа, нормально или нет? А почему нет? Почему нет? А ну, пояснительная бригада. Почему контент не этот самый? Если он тебе нужен, что значит ненормально? Вот тебе надо, ты с ним работаешь, с контентом, переставляешь кубики всякие, там, текстуры туда-сюда наваливаешь какие-нибудь. Ну, там, всякие сайзы меняешь, вот это вот все, это ж туда попадает. Хотя, подожди, сайзы, наверное, не туда попадают, но ты что-то туда закидываешь, удаляешь постоянно. Чё, как? Создаешь каких-нибудь... Я просто 2 стримеров смотрел, как они по 6 гигабайтам заливают, значит это норм. Значит, это норм, да. Статс. С другой стороны, как поддерживать консистентность ассетов с кодом поддерживать, непонятно. Типа контент отдельно, код отдельно. Ну вот. Нормально это заливать? Все, что тебе надо, это нормально заливать. Если тебе это надо, значит это нормально. Если тебе это не надо, а ты заливаешь, значит это ненормально. Тут как бы простой ответ. По-другому и быть не может. Как может быть по-другому? Вот скажите мне, пожалуйста. Если оно тебе надо. Оно тебе надо, это, ну блин, ну это ненормально, пацаны осудят. Ну типа, а что делать? Типа так, что ли? Плеер, подожди. Stats. Так, primary data, stat D. U. Когда релиз, усатый? Молодец. Релиз не раньше, чем на 365-й день. Все. Разработки. Сегодня 11-й. Так. Это мы engine data. Вот это вот все мы можем удалить. Ну выкачивать и пушить гигабайтами это жесть. Как будто контент должен быть организован не в JIT, а на всяких KG облачных хранилищах. Какая прибыль проекта заложена?
НДМ в районе 0. Это asset, stat. В газ да. По поводу... Касперовский вот, и мне такой вариант больше нравится. Ну, ты же не пушишь постоянно гигабайтами. Я не знаю, как у гитхаба именно, но вот ETC. это плюсы. C++. Ты же, ну как, вот, у тебя новые там какие-то залетели, эти, ты же не заново их делаешь. Так, move speed, health, это тоже, кстати, не надо. Что ему не нравится, что ему не нравится? Ну, кроме меня. Use stat day. Ну-ка, открой мне свой плюсовый файлик. Где ты находишь? Data assets. Нам всем assets. твои усики нравятся. Да, это хорошо. Молодец. Health. Почему health у меня в этом? А никто не знает. Больше никто не узнает, почему. А что за игра? 3D или 2D? 3D. 3D. Так, это-то мы сделали. А есть диздок, чего почитать? Киллер-фичи задуманные. Да, где-то вот здесь. Где-то вот здесь. Читать не дам. Читать не дам. Я уже рассказывал, что я хочу. Уже рассказывал. Tavern, Eternity Base. Use stat D, use stat D. Так, а ну-ка, убери его. Data assets. Stat D. Блин, Нусари, я на все 11 стримов не попал, клип ПБ сохранился. Да вряд ли, вряд ли. Да я могу рассказать. Да не то, что там сильно много. Суть такая, что ПВП, в ПВП, которая реализуется в качестве подлянок. То есть дата ассета. Идет волна. У нас Tower Defense. У нас идет волна, идет у противника волна. Мы строим башенки. За что-то нам дают всякое золотишко. На это золотишко мы строим тоже башенки, либо же используем карточки. В конце раунда нам дается какое-то количество карт, ну, условно карточки, я не знаю, что это будет, но типа карточки, которые что-то делают. 3 карточки нам даются. Я пока не знаю, все рандомные будут или часть рандомных. Нам даются эти карточки. Они либо бафают что-то наше. Золото дают за ластит по крипам. То есть они либо нам какие-то плюсы эти карточки дают, допустим, башни начинают быстрее атаковать, либо замедляет врагов наших, либо наоборот подлянку делает для противника. То есть наоборот у него противники начинают быстрее идти, у него башни начинают медленнее бить или меньше бить, или он там золото меньше получает. А мы наоборот можем юзнуть больше получаем, соответственно нивелировать карточкой это что-то. Гаск, спроси за ГЭС. Молодец. Вот это вот все, ну, то есть подлянки какие-то делаем для противника и усиливаем себя. Ну и побеждает тот, кто дольше продержится, естественно. Вот такая вот история. Вот. Звучит как вариация. Вариация, что за звездочки? Что там за звездочки? Что там? Там что-то страшное? Так, статс, это убрали, стат D, enemy D, стат D. Ну, вроде бы все. Сейчас запустим, посмотрим. Что там, назначим его. И, по идее, он должен будет... фейл. Это он ссылку на Steam порезал. На ссылку на Steam порезал. Я на Legion TD скинул. Легион ТД какой-то. Ну, вот, наверное, я не знаю, что это.
Так. Это он на этот ругается. Долбал дурацкий этот. Нет, не на этот ругается, смотри, нет. Что-то мы не то сделали. Будем фиксить. Palette automation, лесом. Синтакс missing точка запятой. Запятой. Enemy character. Enemy character. У него же больше нету этот. У него просто статс, точно, все. Не точка запятой, там. Мы же удалили его. Теперь все хорошо. Легион тогда. Ну, в общем, вот такая вот PvP. Дальше всякие тоже приколюшки добавлять. То есть, чтобы можно было и арену менять, и этот самый... Ну, башенки, естественно, апгрейдятся. То есть, дополнительно не только карточки, а сами по себе еще. Ну, точнее, не сами по себе, а мы на них кликаем, мы смотрим, какой апгрейд у башни. И, в общем, какая-то такая история. Но с карточками мне вот интересно сделать такую фишку, что у нас 3 карточки дается, но они рандомные. Но чтобы не было прям сильно рандомно, то есть кому-то сильная карточка далась, а кому-то слабая карточка далась, да, и все как бы. Будет такая, ну, это все равно возможно. Но мы же не знаем, какая карточка у противника есть. И нам всегда будет даваться либо 2 рандомные карточки, либо 1 рандомная, либо вообще никаких рандомных. То есть все повторяются. То есть всегда дается 3 карточки условно. Как минимум 1 из них точно такая же, как у нас, далась нашему противнику. А вот насчет остальных мы не знаем. Они могут и повториться, точно такие же карточки, а могут и не повториться. И вот как бы на этом еще можно сыграть. Точнее, я хочу на этом сыграть еще. Так. Есть у нас отдельная наша это. Вот это я-то удалил. Здрасте. А это я-то не удалил. Здрасте. А это я-то не удалил. Это вообще огонь. Там все сломалось. Потому что мы так к ним обращались, а сейчас не обращаемся. Сейчас будет порнография, кстати. Сейчас будет порнография, и, скорее всего, надо как-то что-то делать с этой порнографией. Вот тут мы, наверное, метод сейчас найдем. Какой-нибудь напишем. Постоянно этого не делать. В чем суть? Он-то здесь хочет рейндж в Тавромастере. Я бы еще закинул в драфты карточки, относящиеся к расе фракции, за которую играешь. Но это ты уже сильно вперед идешь. Вначале надо вообще хоть что-то создать, чтобы оно хоть что-то было. И какой-то пул карт соответствующих. А потом уже усложнять такими вещами. Begin overlap. Подожди. Где мы вообще это делаем? Тавермастер. 67-я строчка, правильно? Что сделал? 67-я строчка. Угу. Здесь он-то дэмэдж ищет, раньше прочее, но есть проблема. Set stat. Вот она какая проблема. Вот она какая проблема. Вот она какая проблема. Сейчас я хочу кое-что сделать. Знаете, что я хочу сделать? Fstat. Stat get stat e stat name e stat name name stat. Короче, мы напишем сейчас метод, который будет получать, и, наверное, немножко переделаем вот этот вот метод. Он будет принимать в себя не... SetStat будет принимать в себя не вот эту вот историю, а будет принимать в себя
А что он будет в себя принимать? А нет, он будет в себя это все равно применять, правильно. Так, GetStat. Дай мне реализацию. А какого лешего ты здесь вообще взял реализацию? Я пишу здесь тебя, а ты мне здесь даешься. Это интересный ты, товарищ. Уровень. Так, стат D. Void. Не void, а const. Const. Stat, useStat, getStat. Как? Не совсем так. Статики какие-то тут пообъявлял. Стат. Стат equal пустому этому. Все, вот такая вот история должна быть. А, это не будет работать. А это тебе Copilot генерит сразу блоками. Да. Да, он самый. Это же не будет работать. Это вот. Это не будет работать. Ссылки, если возвращаем, это не будет работать. Это проблема. Ладно, будем копию тогда создавать. Там все равно только enum и этот. Это не будет работать, так как ему надо что-то внешнее, если по ссылке он возвращает. Беда. Ну ладно. Значит, он здесь берет, проверяет, возвращает. Как бы все легко и просто. Соответственно, вот здесь вместо того, чтобы доставать, мы должны сделать getStat. 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 GetStat и передать вот этот стат. TowerDA. Так, здрасте. А почему TowerDA ничего не знает об этом методе? ToFloat exist. А, потому что он возвращает в стат цельником. Блин. Это же нужно делать еще вот так вот. Value stat. Какая красота. Вот. Радиус, range. Range equal s 2 3. Такая вот история. Ну, мы заранее, чтобы 2 раза его не пробегать по этому массиву, циклу этому бродскому, мы сразу так вот сделаем, запишем, и все будет хорошо у нас. Здорово, здорово. И записали вроде бы все. Вроде как все. Ну как же тяжело без Steam. С тимапами было бы так хорошо, так приятно. Вообще было бы столько проблем минус. Надо бегать по этим, не надо бегать по тем. Ну, блин, каждый раз, когда он, если я правильно понял ГПТ, то что он каждый раз его создает при репликации, то есть он его не обновляет именно элемент, а он его пересоздает. То есть репликация-то работать будет, но дело в том, что он будет постоянно тимап пересобирать новый.
Это прям беда, это прям куда серьезнее, чем перебор этого цикла. Молодец, запустил. Есть у нас прайсы всякие, есть. Так, это кто у нас? Это Тавер? Это Тавер. Что ему надо создать? Ему надо создать Speed Attack. Единичка. Да, Speed Attack, Damage, Range. Damage. Я не знаю, ну давайте 10 сделаем, я хз. Сколько? А у того хп 20 сделаем, и нормально будет, чтобы 2 раза попало, и все. Так, Damage. Damage есть, Range. Range, я не помню сколько, 800, по-моему, было. И потом такие штуки, как ченсы, фаеры и прочее. Ну, мы их укажем, конечно. Сейчас, но они не особо что-то сейчас нам дают. All Lightning, Poison и Pusical. Но в данном случае это Fire Projectile, значит у него Fire должен быть, а этих вообще не должно быть. Я что-то затупил, у них же не все должно быть. Правильно? Только то, чем он бьет. Ченс там 50%. Ничего не знаю. Шанс поджечь 50. Хорошо, дальше идем. Fire. Это не то, нас не интересует. Enemy. Это же enemy, да. Invalid Current HP. Есть. Max HP. Есть. Speed Move. Кстати, Health Max можно... Урон без разброса будет. Урон без разброса, да. Вот ты, кстати, блин, вот это ты, конечно... Урон без разброса. Да, наверное, урон без разброса. Здесь разброс не нужен. Здесь четко, то есть урон наносится 10, плюс резист, и у тебя за счет этого будет это самое. Мы шанс крита введем. И вот шанс крита вот как раз таки будет увеличенным уроном. Вот так вот. Еще шанс какое-нибудь понижение урона введем. И вот, пожалуйста, и дополнительно еще. Ну, то есть у врагов там есть шанс дефа. Я не знаю, как назвать, там что-нибудь придумаем. Короче, урон будет за счет этого. Да, без разброса. Здесь разброс я не хочу. Плюс это дополнительные эти делать. Это сейчас дэмэдж еще оборачивать. Хотя потом оборачивать еще будет сложнее, чем сейчас. Но тем не менее. Не будем разброс делать. Но это спасибо, что это четко. Все четко. Так, Speed Movement. Дальше идет. Отметил четко. Так, Damage, Range. Так, Speed Resistance. Ну, Resistance у него ко всему должны быть. Я не знаю, какой-то enemy будет, но... Что у него резисты ко всему. Сделаем 10-50% все. All Lightning. Lightning, Poison, Pusical. Не, никаких 50, 10%. Все, 10% есть. Health Current 20, делаем 20. Speed Movement 500. Я не помню, как он там идет. Как он, по-моему, вообще сейчас пока не тянет его. Resistance, Fire, все есть. И чё? И чё? И чё теперь? Брейкпоинт-то у нас стоит? Стоит. Давайте посмотрим, что получилось. Ха, ничего не получилось. Applied Damage Line 52. Warning 0 point in. А засунь новый проджектайл, как будет выглядеть. Сейчас засуну. Сейчас, подожди. Видишь, у нас тут warning вылетает. Мой чекпоинтер сработал. Enemy Character на 52-й строке. Ну, это какой-то из этих 52-я строка. А я знаю даже, в чем там прикол. А, не, вот это вот. Он Damage AS мы же не подключили компоненту урона-то к этому. Компонент урона-то не подключен. Где enemy? Мастер.
Почему 1? Так, enemy master. Вот здесь вот stats AS и damage. Дамаги. Damage AS. Вот здесь наоборот его убрать. Compile, окей, да, все сохранить, есть. И новый эффект. А как он называется? Ты помнишь, нет? А, вот и, кстати, в помойку. Да. Как он называется? Универсал. Универсал из BD, Projectile, универсал. Хорошо, сейчас. А, подожди, стой. Все, выделили. Где он? Есть. Ну давай смотреть. Пиу. Посмотрел? Успел? Или не? Так, set stat. Хорошо. Damage 10 залетел. То есть, как мы и указали. Damage залетел. Set stat. F10. F10, да. Именно это я и хотел. F10. Одним глазком. Одним глазком, да. Ну, там что-то, да, вылетело, да, видел там. F11. New value 10. Стоит name 1. Так, вот он залетел первый к статам. А знаете, что самое офигенное? Так как Health первый, он быстро будет это делать. Все, что касается Health, это же он быстро будет пробирать его. Ему не надо в конец забираться. Он же все эти... Какая красота. Так, смотрим. Item. У него сейчас текущий 10, а было 20, а до этого 10 еще отнялся. А, подожди, я здесь устанавливаю set stat. Я не отнимаю, я устанавливаю просто. Это уровень, это высокий уровень. Внимание, и так далее. Давай, пью. Ну вот, есть. Ну, ее чуть поменьше, конечно, бы сделать, но... Ну вот она стреляет. Она просто широкая, и за счет того, что ей надо очень в узком пространстве работать, она... Короче, ей плохо. Надо поменьше ее делать. А там есть именно сайз у этой Ниагары или нету там нифига? H particles. Типа, короче, сайз ей сделать. Или вот меши как раз таки надо тискать. Пожалуйста, пусть они где-то здесь будут. Какие-то страшные эти вещи происходят. Time, mass, position. Вкладку переключи. Что значит вкладку переключи? А, юзер параметра. Это параметр. Я понял, все переключил. Ты не туда залез, да? Glow size. Ну-ка, projectile size. Ниша. Ну, все есть. Какая красота. 100 давай. А что делаю? Все, вот, в половинку. Мы ее уменьшим. И погнали. Ну, давай, загружайся. Вторую. Загружается. Блин, ну выглядит она, конечно, как вообще обалденно. Вид у нее вообще обалденный. Мы-то вот тут вот просто задаем, правильно, эти параметры, а мы должны взять, отнять и новые задать параметры, то есть переделать apply damage. Если мы делаем а-ля вот это вот, то чтобы стат сам Никого не уничтожили. Но потому что код ничего не это самое не уничтожая. Короче, никого не уничтожает. 3 часа уже сидим. 3 часа. У нас срочный перерыв. Damage. Мы-то получили damage, то есть это тот после обработки статов и прочего. Мы получили damage именно. А так как этот, может быть, вот этот вот damage calculate будет считать сколько... Нет, это не будет он считать. Ну, короче, нам надо... вот сюда вот сделать
Вот такую вот вещь. Есть от нами. Ой, что-то лишнее. House current. Вот такую вот вещь надо сделать. Теперь вот он будет это считать. Но тоже тут есть проблема. Есть проблема. Проблем есть. Знаете, какой проблем? Float here let else equal вот так. Я пока не знаю где. Я пока здесь напишу. Пусть будет здесь. Потом разберемся. Health if health минус damage. Мы сюда-то его передаем. То есть там, может, свои сделаем эти. А вот здесь вот дополнительно делаем такую фишку if. Блин, записать бы результат. Зачем его постоянно... Вот. Damage result. Damage result equal health me. У нас damage result сюда. If damage result минус меньше либо равно нулю, то тогда destroy. Ну, понятно, что это все не будет здесь, это я перенесу. Мне здесь оно не нравится. И перезапущу. Понефиг. Что-то в характере. Хотя где считать относительно характера? Зачем нам бросать его туда, чтобы потом тот обратно вызывал, если что, destroy? Где еще нам считать? Если мы исходим из логики того, что вот эти вот компоненты, они всего лишь damage компонента для расчетов урона существует, а стат компонента, она существует всего лишь для хранения и взаимодействия с статами. Она не этот самый, как его... Она, короче, просто хранилище статов по факту идет. Соответственно, где нам рассчитывать, что помер он, не помер? Где? В персонаже. Правильно? Пиу-пиу. Пиу-пиу. А ну-ка, а ты давай этот самый быстрее ставь эти. Давай, пиу-пиу. Пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Все есть. Они делают пиу-пиу. 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 Видели? Пиу-пиу. А тут тоже пиу-пиу происходит. Блин, пиу-пиу готов. Кто побеждает? А я не знаю, пока ничья, видишь, они одинаково вроде бы. Ну, кстати, это тактика галактика вот сюда вот ставить эти турельки вот сюда вот. Потому что так, видишь, они атакуют сразу и этот, и на подходе потом будут атаковать. Но это вы никому не расскажете, это самое, пусть сами люди догадываются. Так вот, пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Еще поставить 4, прям пух-пух-пух-пух-пух. Так, ну так как это Fire, давайте дадим ему как-то красивым, что ли. А, это же цвет надо хранить отдельно, а вот color. Подожди, это же мы должны будем отдельно хранить color. Потому надо выбирать, либо сразу ставишь слабые турельки, либо бережешь место для сильных. Да. О, а ну-ка. Оп. Блин, она мощно выглядит вообще. Отлично. Пиу-пиу, пиу-пиу.
Сейчас, сейчас пойдем на перерыв и немножко отойдем от этого. Сделаем приближение отдаления камеры. У нас там спрингарм какой? Это вот убрать. Сколько у нас спрингарм там? Опля. Ну ничего, такой до нуля практически сделаем. 0 можно было уйти, 1400. Лежать можно было, а то как-то далековато. Может, кто-то захочет поближе присмотреться. Я при столкновении проджектайл не сразу удаляю, а когда эффект закончится. В смысле? Ну, можно, в смысле, эффект закончится. А как ты его сделал? Он же пролетит мимо, он там будет дрочиться. Если у тебя проджектайл этот, можно сделать такую вещь. Get world. Get timer. Timer. Manager. Set timer. Handle. Ну выключаешь его полностью и вешаешь на делегат. Что значит выключаешь его полностью, вешаешь на делегат или что? Что значит эффект закончится? А зачем тебе в памяти? Ну исчезает же некрасиво. Резко. Ну это да. Ну надо какой-то бабах, чтобы был. Понимаешь, в чем прикол? Намеки. как намек. Или те использовать. Можно те использовать, у нас же там есть что-то. Или там оно мелкое, да? Там надо именно бабах. Какой-нибудь побольше. Ладно, F-таймер. У Ниагары есть делегат на завершение. Есть, да. Я знаю. Ну так а чё мне? Так он же... Понимаешь, в чем прикол? Он-то летит, хоминг у него есть. Он либо дальше пролетит мимо, либо он просто становится на месте и будет вот это вот догорать. В чем прикол? А я лайфкодинг сделал? А я лайфкодинг не сделал. Вы не отпускайте меня на перерыв, смотри какие. Не отпускают всякие эти, меня заваливают. Ну вот такая вот параша будет, понял? То есть, вот примерно вот так вот оно будет, только еще дольше. Тут даже 0,5 много секунд ему на удаление. Не, это можно решить. Не, ну как его ты его решишь? Но там другая проблема. Ну проблема в том, что он будет существовать. То есть этот исчезнет, а этот будет существовать. Единственное, что я вижу здесь, это именно, чтобы он... Там же статик меж в Ниагаре бесконечный. Короче, единственное, что я вижу здесь, это просто-напросто дать ему этот... бабах, короче. То есть он долетает, бабах происходит, и глаз не цепляется на то, что фигня исчезла. Ну вот, типа такого. А он их 2 раза ваншотит, получается. Он их 2 раза соприкасается теперь. Теперь их 2 раза касается. Тут он ваншотит. Не, подожди, это потом, короче. Красиво, вот это все красиво, давай чуть на потом, либо... Ой, я лайфкодинг в этом запустил, я сейчас вообще ему плохо станет, да? Или нет? Давай, пью. А, не, он лайфкодинг не принял. Давай еще разок. Давай тут протестим у этого. Оп. Да нет, что-то он не принял. Я не сохранил, значит, нифига. Да нет, сохранил. Я дестрой убрал.
Поняли, да? Строй убран был. А, подожди. Вот это неправильно. Вот это неправильно, это неправильно, это неправильно. Damage interface. Что я написал? Маленькая буква. Блин, а я аларм-то хочу увидеть. Ну ладно, без аларма будет. Все, потом будем отгадывать, что он там не сработал. Вот так вот должно быть, просто то удалиться все равно должен, если он попал. А иначе он просто не удалится, и будет беда. Будет беда. Ха, он даже не успел вылететь второй раз. Ну, точнее, его не видно было. Он тут за этим. Оп-оп. Но он еще и большой, видишь, у него этот шлейф очень большой, поэтому это сильно так в глаза бросается. То есть вот этот шлейф очень большой. Поэтому, да. Ну, я хз как. Как ты его сделаешь? Только бабах, чтобы был, и все. Либо, чтобы он как-то, ну, типа, исчез от кончика до хвоста. Я фиг его знаю. Короче, давайте на перерыв. Пойдем, давайте 5-10, максимум 15 минут и продолжим, окей? Последний параметр можешь убавить. С перерыва. Так, продолжаем. Продолжать. Так, что там последний этот надо было убрать? Trial Lifetime. Последний параметр можешь убавить. И что? Ну хорошо, точка 1. Что изменилось? Что поменялось? Чего изменилось? Но у него этот стало короче. Штучка. Вообще 0,5. Тогда. Наверное, поэтому она короче, что этот самый. Бац. Нормально, вся красота потом. Практика это потом никогда не настанет. Ну да ладно. Значит, я хотел туда-сюда, чтобы он ближе дальше делал. Нам это у нас input. Нужно инпуты создать. Правильно? Правильно. Input, action. Action mouse view. Mouse view. Я написал, неважно. Вектор 2D. Mouse wheel axis, wheel up, wheel down, wheel axis. Вот. Идет он. А что он возвращает? Он же возвращает там плюс и минус. Я не помню, что он там делает. Что именно у него в возврате идет.
Action value, вот этот вектор 2D. И получается... Друзья, зачем мне 2D? Подожди. Что за бред? Один float. Вот этот меня интересует. Float, да, вот этот action value, получится, он будет возрожден. Ну, там мы f через эту структуру достаем его. И вот он получает либо плюс, либо минус. Правильно я понимаю? Ну-ка, print string, давай, print. Print string сюда, пожалуйста, никаких дюрейшенов. Работать не будет, а не будет вот единичка, минус единичка. Ну, логично, все правильно. Единичка, даже двоечка получилась, смотри. Как он двоечку получает? Это прям если сильно упорно, троечка даже будет. Ну да. Типа скорость, все дела. Все, есть контакт. Так что добавили. Нужно его добавить будет сейчас сюда. Не изменяет память. У нас здесь, по-моему, да, сделан. Вот он. Идем в main.pawn. Production scroll. Вот я вспомнил слово такое. Scroll. Roll. Production scroll. Main.pawn. Где ты? Вот ты. Component. Print action. Scroll E триггер. E триггер event триггерит. Триггерит this. Вообще не триггер. Стартед, наверное, попробуем. Давайте стартед попробуем. This. Scroll. Scroll mouse wheel. Такая вот фишечка. Так. Mouse-клик. Avoid scroll mouse wheel. Const f input action value. Scroll mouse wheel. Вот этот вот value. Ой. Value точка get. Get, там много чего, да, у него есть. Да, 1D. 2D. Любой вообще. Ну, давай, флот. Ты сделаешь флотом его. Флот, допустим. Предположим. Или еще раз, как там было, я вот сейчас удалил. Action value. Это оно и есть action value. То есть мы же не можем из него достать из value action value. Value.action value. Action value нет. У нас через вот этот get все достается. Ну хорошо, допустим. Float const float
action value equal этот. Все, он есть. Если action value. Так, Spring Arm нам надо поменять. Как мы меняем Spring Arm? Где он у нас вообще? Кто он вообще такой? Камера Spring Arm Component. Spring Arm Component. Нам в clamp надо засунуть его. Надо записать. Надо записать. Float Spring Arm Size Max. Max. Это не касается этого, поэтому Spring Arm else сюда, Spring Arm equal Spring Arms что? Arm Component. Блин, как-то она там как-то по-особенному называется. Target Arm Length. Текущий, то есть тот, который мы указали в этом, он сразу его на максимум принимает и записывает его. Естественно, все это чекпоинтер Spring Arm Component происходит. Окей. Мы его записали. И теперь это наш максимум. То есть мы больше него не пройдем. Здесь я хотел бы сделать 0.0. Value хорошо есть. И target arm length. Spring Arm. Target Arm Length плюс равно F mass clamp const double x const double минимальное, максимальное, то есть текущее значение. Текущее минимально допустимое, и этот самый текущее, это должно быть вот это вот. Это вот. А вот плюс или минус, непонятно. Нам же надо либо отнять, либо добавить. Соответственно... какая разница? Плюс. Мы делаем плюс вот этот action value. Action value. Запятая. Минималка это 0.0 f. Максималка это Spring Arm Size Max. Все. Дело в том, что так как это будет отрицательное значение, он его, короче, все должно быть хорошо. Так, ну я перезапускаю, чтобы указать action scroll. И переименовать надо тут input action value. Main pawn error. Syntax error missing точка запятой before это. Опять где? Тут я точку запятую забыл? Нет, не забыл. Тут тоже поставил. Тут так она стоит. Тут стоит. Еще раз на какой? На 106. 106. Вот тут забыл. Точки запятой забыл. Забываю точки запятой, все. Да. Это беда.
Так, скролл. Action scroll. О, какая беда сейчас. Ну, тяжело. Скролл есть, там изменились, там изменились. Здесь закрылись, здесь открылись, сюда добавились. Скролл. И чё? Сразу хренок. Минималку пошел. А этот не работает вообще. А этот умер. В нулину сразу пошел. The Elder Scroll. Да. А я что, неправильно написал? Я типа свиток написал вместо этого. Ну-ка. Не, все правильно. Верно. Еще раз. Вам текущее значение плюс этот самый от нуля до максималки. Он сразу в минус его шлепнул. Если он по единичке должен был, а потом мультипли этот должны были дать и все. Ну, давай посмотрим, что там в input action сейчас вылетает. Так. 1. Ну, все верно. Добавил я проверку на другие ивенты, меняющие скорость поворота персонажа, и выявил другую проблему. Что за проблема? Ивенты меняющие скорость поворота персонажа. Проблема. Size max, spring size max у нас равен 0. Ауф. Вот оно в чем дело, понял. Continue. А почему? Я ведь сделал так, что Потому Пани что не я отдает понял, свой рук Мотион, если игрок хочет повернуть персонажа в другую сторону. Вот так я завис в воздухе. Прикольно. Короче, потому что я начал выполнение только на клиенте, а не на сервере. А там надо и там, поэтому переносим его в этот лайфкодинг, клацаем и тихо. Тупой меня. Игнор. Я пойму, что-то меняет, нет? О, меняет. Видите, по чуть-чуть приближается. Ну, по единичке это мало, конечно. Нужен мультиплеер. То есть, вот здесь умножить на какие-нибудь 15, давайте. 15 раз быстрее, чтобы шло. Даже, наверное, 25. Просто 100 это будет прям очень быстро, а вот 25 как раз. Наверное, это не точно. Может, даже 25 будет быстро. Завис в воздухе. Дракл. Завис в воздухе. Так, и, во-первых, оно наоборот идет. И надо инвертировать его немножко. Ой, все позакрывал. 25. Давай даже 30. И вот он идет не очень так-то супер плавно. Поэтому я, наверное, его на триггере сейчас поставлю. Где он? Вот тут вот. Триггерит. Смотрим, как стрелять будет идти. Сейчас он как полетит. Давай. О, вот, это уже совсем другая история. Она триггерит. Можем приблизиться по максимуму.
тут нельзя. Вот этот давай, приближайся. Тоже есть приближение. Все, распетляла все. Башенка всех распетляла вообще, красавица. Башня молодец. Башенки топ. Окей. Окей. Скролл мы сделали. Может даже чуть еще быстрее. Давайте 33.3 вот так вот сделаем. Вообще там прям летал. Четко все было. Есть такая история. Сделали. А, мы, правда, в обратку не посмотрели, как он принимает, не принимает. Ну, то есть ограничение-то действует, нет? Оно действует, судя по коду, но... Ну вот, да, все, дальше нельзя. Ближе нельзя. Дальше нельзя. Башенки, спасайте наше положение. Стреляют. Стреляют, это хорошо. Так, ну скролл мы сделали. Молодцы. Так, есть. Так, вот это вот разобраться бы. Что у нас к чему? Потому что что? Ну, с одной стороны, у нас логично, да, то есть у нас есть компонента, которая просчитывает эти самые, как их, хранит статы, другая компонента просчитывает уроны всевозможные, ну, то есть просчитывает урон, принимая в себя статы первого и второго, и все как бы. Жизнь прекрасна. Но вот эти вот вещи, то, что у нас проверка на этот дестрой здесь, как это, наверное, нормально. Это, наверное, нормально. Наверное, нормально. А у enemy, кстати, еще movement speed не применяется. То есть он set stat делает здесь, но speed он movement не применяет. Так, короче, какая мысль? Нам надо задать скорость, да, и нам надо некоторые вещи тоже, чтобы он принял. Вот есть у него тут такой параметр, как movement speed.
Или как мы его назвали? Speed Movement. Вот. Speed Movement. И дело в том, что... Дело в том, что... Нам надо его, короче, назначить. Подожди, как? Ничего непонятно, очень интересно. Speed Movement нам надо. Привет по-тайски. Ну, приветствую. Это ты проверку такую, что ли, сделал, получается? Приветствую. У нас есть Speed Movement вот этот. Если мы... Ты не. Не? Ладно. Если мы сейчас зададим его... Ну, точнее, начнем сделать вот тут вот, потом нам надо будет перебирать... Вот захотелось жил просто в Тайо. Понял. Нам надо будет заново перебирать вот этот вот... Ну, мы же знаем, что там под Давно капотом. пишешь? Вообще или этот проект? Этот проект там в названии стрима есть. Если вообще, ну, плюсы начал тискать 1,5 года назад где-то, так, плюс-минус. Speed Movement. Короче, нам надо будет его заново перебирать и доставать. И чтобы вот этот заново перебор не делать, просто можно вот тут взять, получить его. И если мы его получили, значит, вот этот item, item.valueStat, и взять, назначить его в наш компоненту. Как она, Movement Component, или как это там называется? Характеров. Характер Movement. Я просто сам начал ТД писать на Unreal первый опыт Геймдева. На блюпринтах фигачишь или на плюсах? Пока принты. Понял. Get character movement. Он же там у нас... Надо бы понять, что там есть и как это работает. Ну, для ознакомления, да, блюпринты все-таки. Блюпринты все-таки, а не эти. Потому что если эти, это прям беда. Не-не, подожди. Макс. Да что ж такое-то? Макс. Надо подключить. Его надо подключить. Include. А я не помню, как его подключать. Да на плюсах тоже интересно пописать. Но для ознакомления все-таки вначале блюпринты, хотя бы понять, как вообще тут что с чем взаимодействует. И тогда Game Framework, вот он где находится. Ну ладно. Ну да так и делаю с читом. Чат ГПТ, да, это мощник. Еще тот. Игла Ерос уже есть фича, которая в плюсы переводит, так что учить юзлес. БП в плюса переводит. Такая, в смысле? Что за фича? А как ты свои методы будешь писать на блюпринтах? Ну, прям именно, прям полностью свое, прям все, что красиво. Так, Макс, Волк. Вилли, дайте мне такую фичу. Зачем тебе фича? Ты чё? Ты на блюпринтах собрался писать? Дендеракл, фу, прекращай. Осуждаем тебя мы. Чё? Короче, вот такая вот фишка.
Она за бабло, но хз ПИБ будет фри. За бабло Если будет. что-то надо Нифига себе. по-быстрому сварганить, ПИБ понадобится. Но за бабло, Дендеракл, ты этот самый, чеканная монета-то. Готовь, короче, денежку. И за бабусики он тебе дадут. Думаю, не юзлес, у меня есть друг, который пишет на плюсах, и никакая фича не поможет ему написать то, что он пишет, ибо не справляется. Ну бабки я не готов за это давать. А, все, на попятную, да, сразу. Дело дошло до бабок, сразу все. Тестовая версия урезанная, бесплатная, она там топ структуры вроде переводит. Сразу нищебродов вскрыли. Молодец. Ты чё ты сразу так себя это... Короче, вот эта вот история, и сейчас мы протестируем, работает она или я перезапущу, я что-то боюсь. Так, подожди, структуры переводит. Так, у Unreal встроенная фишка есть, он хедер файлы и так переводит тебе. Он же и так понимает хедер файлы. Ты же можешь создать структуру. Вспомни, где в этих структуры вообще тут. Вот ты ее создал, какие-нибудь тут, допустим... Не, Python флоты пусть будут. Вектор. Трансформ и int. Вот такая вот фишка. Ты же можешь открыть его... Сейчас бы вспомнить еще где. А, вот эта вот фигня. А, нет, подожди, это немножко не та фигня. Превью. Вот. Вот эта вот фигня. Вот. И вот тут показано, что он объявил. Вот он. Такая вот штучка-дрючка, короче. Ну это такое, оно создаст хедер со структурой, все будет таким же, зато бесплатно. А что, типа, впадлу самому создать, что ли, самый, как его, структуру? А покажешь, что в игре есть за 11 дней. Ой, да, покажу, вот. Человечки ходят, башенки ставим, и они стреляют. Видишь, пиу-пиу делает, а это другой игрок. Вот он тоже башенку может поставить, пиу делает. Пиу, только у него как-то бешеная башенка. Она двойной урон почему-то наносит. Сейчас будем с этим разбираться, с двойным уроном. Почему она двойной урон наносит? А, потому что она и там, я понял, кажется. Потому что и там, мы же apply damage не поставили, что это ufunction сервер. Мы же не поставили его. А как мы теперь О, теперь у меня вопрос, товарищи знатоки, уважаемые люди. А каким образом теперь это делать? Он же его не воспримет, ufunction. Или он воспримет то, что мы сюда запишем, что это сервер должен быть. Сервер. Reliable. Или он не воспримет этот момент. Apply damage implementation. Где-то есть это стырить? Нет, так напишем точно. Implementation. Давай перезапускаться.
все воспримет. Ой, это вообще секс. Если все воспримет, значит это секс. Да, все воспримет, смотри. Правда, ругается, но подчеркивает. Но это что поделаешь. Визулака не хочет человечески. Кстати, что, все готовы к 5.7 версии? АИшка будем пользоваться АИшкой внутренней там. Ну вот, и урон мы починили. Вот если посмотреть, то он 2 раза наносит урон. Раз и 2. Ну, вторая он не успевает ее А что там и выкинуть. когда она? О, без понятия, когда она. Так и в 5,4 АИшка была. Топ экспериментал. Не слышал даже. Были новости по 5,7. Ну, прям новостей не было. Но там же она, по-моему, на гите доступна уже. Что-то можно ее уже скачать. И там есть этот, как его... менюшка где-то там вверху. Можно будет клацнуть. Тут вот зайти под логином своим. И у вас будет AI-бот. Вот этот вот чат ГПТ свой. Чат... сейчас как... Чат UI чат. Ну, типа Unreal Engine чат. Поняли? Будет. И будем там спрашивать у него дурацкие вопросы какие-нибудь. Но я не очень понял, вот как мне, это человек, который на плюсах сидит, это должно помочь. Они мне что предлагают? Вот брать, вот я сижу вот в коде вот тут, вот, да, они мне предлагают все это собрать, то есть F7, F5, да, зайти сюда, открыть его здесь и спросить что-то по коду, что у меня не так там. Вот чисто вот теоретически, как это должно вот работать. Поэтому, вероятнее всего, это для блюпринтовых опять ребят. Типа, у меня тут блюпринт, сделай что-нибудь с этим. Без понятия, короче, как оно будет работать, будет ли оно фотки воспринять, будет ли оно вообще знать о вашем проекте что-то. Или они просто, условно, браузер запилят, который к ГПТ будет обращаться, и все. И все. Вот такая вот история. Короче, починили мы этот самый, то, что он проходил и на сервере, и на этом. 2 раза урон. 2 раза урон. Теперь 2 раза урона нету. Давай вот тут поставим башенку, чтобы точно видеть. 2 раза выпускает. Раз, 2. А вот тут, если поставим. Раз, 2. Раз, 2. Она там вроде имёши генерила. Делал запрос. Напиши код. Она высирала. Или в точке генерила. То шапки, то коробки и все с текстурками. Да, было, но это не то. Это не то. Это энтузиасты плагин запилили. Это плагин зашлепали. А это именно их фишка. Они что-то свое делают. Насколько я понял. Блупринтеры станут издеваться над плюсовиками, подобно тому, как яблочники издеваются над андроидерами, хотя тем самым они будут показывать свое слабоумие. Молодец. Чё, как новые айфоны, пацаны? Чё, как? Как новые айфоны, мужикесы? Как? Чё, как? Так, в общем, пиу-пиу. Пиу-пиу. И можно посмотреть вот на соперника, что у него тут происходит. Идите тоже пиу-пиу у него. Пиу-пиу. Что я предлагаю дальше делать? Можно посчитать урон, сразу написать как его, код на расчеты урона, потому что здесь у нас дэмэдж получается голый, он не учитывает резисты. Можно начать учитывать резисты. Какой кайф будет. Блин, вот это мощно. А давайте, это интересно, с учетом наших этих всех реалий, это интересно сделать сейчас будет. Давайте это сделаем. Лучше карточки делай, ДГК скучно. Да нет, дамаг не скучно, наоборот, весело. Дамаг это... дамаг это... Карточки это вообще что-то новое. То есть это новый класс создавать, продумывать сейчас.
Надо дамаг добить сейчас. Вот этот вот. Плюс карточки это в основном как его? Виджеты. Виджеты. А виджеты это... Ну да, это виджеты. Я уже рассказывал, кстати, как вам идея по поводу этого интерфейса. Башенки мы ставим изначально F1, F2, F3, F4, F5. У нас 5 башенок всего будет начальных. А карточки вот эти вот, которые у нас, они берутся из... Ну, короче, они-то у нас получается, у нас много карточек будет. И надо между ними как-то, ну, переключаться, то есть что именно мы хотим юзнуть. У меня какая идея появилась? У нас есть внизу 4 ячейки, и в них располагаются карточки. Когда карточек становится больше, и мы наводим, допустим, на вот эти вот виджеты и колесиком туда-сюда, мы перелистываем их. И получается, что у нас под кнопочкой единичка у нас смещается, ну, на единичку. То есть то, что было на двоечке, станет единичкой, и то, что было на троечке, станет двоечкой. Ну, понятно, и в конце, то есть дополнительно добавится. И мы так вот можем туда-сюда их перелистывать. Ну, либо нажимаем Q и сдвигаем влево весь этот список, либо нажимаем E, сдвигаем вправо весь этот список. И карточки юзаем с помощью 1, 2, 3, 4. Не на всех клавиатурах есть F-клавиши. В играх на них обычно ничего не бендят. Это на каких клавишах нет F-ов? Это что за клавиатура? Выбросьте их. Фу. Ну, даже если нету, это, во-первых, не мои проблемы, а во-вторых, есть настройки. Заходим в настройки и меняем как удобно. Всегда есть настройки. В настройках поменяли, зашли, сделали как удобно, и жизнь у вас прекрасная. Все. Такая вот история. Короче, и приключения. У меня на PS5 про нету F. Не, ну это ГГ выбрасывай. Ну как можно? Что это такое? Что это такое? Нету F-ов. Все в помойку. Есть типа мини-форматы. Там аналог их клавиш FN, обычная нум-клавиша. Так это для всяких там вот этих вот, которые в кафешках сидят. Вот это вот. Типа... Про вот этих вот, которые, короче, like work balance, вот эти вот, короче, про чувства, про самореализацию, про эти мне не надо в игре, вот эти вот все. Про яблоки, ну, про Apple, про еще что можно еще охарактеризовать таких, ну, как группу этих людей. Это все. Тогда куплю бокс, там точно должна быть. Да, попробуй. Там, наверное, в Xbox есть эти F, да. Там, наверное, они есть. Ну, я понял, я, кажется, понимаю, о каких клавиатурах, но это ж мелочи вот эти вот, которые прям, ну, типа тонкие вот эти вот, а-ля... Короче, в общем, порнография. Это не для... Это для понтов клавиатура, а не для пользования. Вот пусть понтуются без моей игры. Короче, все. Тем более, опять же, ребят, у меня есть статистика моего первого проекта. Я знаю четко, сколько людей поиграет в мой проект. Если я даже беру сверху, умножаю его на 10, в эту пачку людей не попадет то количество людей, у которых есть эта клавиатура. Так что все окей. Ну ладно, там может тут человек с PS5 своим попадет, у которого нету F-ов. Вот все. Как бы... Поэтому париться по поводу того, что у кого-то нету F и кто-то не додумается залезть в настройки и поменять как удобно, ну, что-то как-то такое себе. Ну, в общем, идея такова, что башенки мы ставим на кнопочки F, а именно карточки мы юзаем на 1, 2, 3, 4. То есть нажимаем на единичку, у нас карточка, которая под слотом 1, мы нажимаем левую кнопочку мышки, ну, она там как-то там выдвигается, то есть нам показывает, что она будет делать, и мы нажимаем применить, и либо кнопочка применить появляется, либо мы просто там, ну, наверное, кнопочка применить. Типа такого, вы уверены, там туда-сюда. Мы нажимаем ее, если мы хотим сдвинуть вот этот на другую карточку, потому что у нас их много, у нас их там 30, допустим, да, и мы должны добраться до этого, и мы ее сдвигаем, то есть либо наводим и колесиком двигаем влево-вправо, что быстро, либо по одному строго нажали один раз Е, сдвинули вправо, его, ну, точнее, он как вот съедет на единичку,
И вот так вот по одному можно сдвинуть его, весь этот список. Сдвинули. И таким образом у нас получается удобное управление этих всех карточек. Нам не надо огромный список. Нажали, открыли список, что-то там выбираем, вот это вот. И так далее. Хотя можно было бы и список сбоку открыли, там типа вот так вот вытянули, выбросили. И оно что-то сделало. Вот все анимации, вот эти вот всякие, там красота, вот это вот все. Фу. Мы так не умеем, мы так не будем. Я еще хотел проверить Movement Speed. Я же добавил Movement Speed. А ну-ка, иди сюда. Знаешь, что круто? Лив-кодинг работает даже если ты запустил геймплей в редакторе. Круто. Ну вот. Да, вот они медленнее стали идти. То есть у нас все работает. Подтянуло данные. Все, 1 000 000 башенок поставили. Все, вот тут вообще сейчас... Все, не пройдут. Стоять. 50, 550 давай. Прям вообще были. Там 650, по-моему, да, стандартно идет под их всякую скорость. Пиу-пиу. Не дошли, видите. Можно еще базой заняться. А подожди, мы же эти делали еще, меня отвлекли. Я хотел эти сделать. Потом, наверное, базу сделаем, чтобы, типа, гейм-овер был. А как мы гейм-овер прописываем? Что должно произойти в теории? Он же должен выбросить вот это вот всякие... Ну, то есть, гейм-овер написать, что-то там засчитать какие-то очки, в главное меню закинуть. Еще главное меню делать. Вот это тут find match, все дела. Резисты. Короче, в чем суть? Нам надо связать, что такое резист, что такое резист и что такое не резист. То есть в демедже мы должны найти вот эти шансы, а в этом мы должны найти не шансы. То есть... Плюс как я резист хочу сделать, подожди. Точнее... Шансы это шансы, но... Подожди, стоять сейчас надо... Надо что-то додуматься. Подожди. Damage, stat. Stat, damage, rand, damage. Damage, rand, damage. Здесь вот, наверное, мы сделаем switch. Switch. Item. Item.name stat. Вот так вот мы сделаем. Потом здесь case stat name damage. Начнем с damage. То есть и здесь break. И поместим вот этого сюда. Вот этого сюда поместим. Это если мы нашли damage. А теперь нам надо найти все остальное, потому что если у нас есть, допустим, урон от огня, нам нужно, чтобы он посчитал резист от огня. Вот как мы будем его учитывать его еще? Надо разделить, наверное, на количество урона. То есть нам надо его собрать в массив. То есть нам нужен TRA. F-stat. Пока пустой. Нам нужно его заполнить. Resistance. Stat. Нам надо его заполнить. Как мы его будем заполнять? Если кейс... Кейс либо тот, он должен заполнить его именно другими. Он должен его именно резистом оттуда заполнить. Вот это прям жесть сейчас будет. Это прям сейчас вообще красота будет. Смотри внимательно. State name не resistance. Stat name change call. Смотри внимательно.
у нас есть вот такая вот Chance Fire. Chance Fire. Здесь вот Cold, Liga Hotning, Lightning, Poison и Pusical. Pusical. Пхесикал, не Пхесикал, а Pusical. Есть. Естественно, Break везде. Раздражает эти смайлики. Так, Fire и прочее. Если это Fire, если у нас есть шанс Fire, это означает, что вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, точка add, Target. Ох, какая жесть. О, просто о. Ему надо резист получить. А потом в зависимости от этого количества резистов, именно которые он получит, надо разделить этот дамаг, который получится в конце, на этот резист. И от каждой части взять резист, применить тот. То есть умножить на тот, который разделен на тот. Как сложно, да? А потом все это вместе сложить и применить в конец. Но у нас проблема в том, что как мы найдем отсюда именно тот резист. То есть это просто забей. Это просто забей. Это какой-то ужас. Это какой-то ужас. F-stat. Stat. Resistance. Знаете, почему это забей? Это ужас. Потому что for... Мы же должны найти именно этот. То есть мы перебираем вот этот вот F-stat. F-stat. Ну, потом запишем по-нормальному. Item target. Target stats. Target stats if item.name stat equal yes stat name ужас. Не. Ну, мы сейчас вынесем его, хорошо. Yes stat name в данном случае chance fire resistance fire, то вот этот вот equal item просто item, да, все просто item и break для этого массива. Chance Fire. И потом сюда мы резистанс передаем. И это просто жесть. Подожди, не. Мне такая история не нравится. Подожди. Подожди, мне такая история вообще не нравится. Ну, понятно, что я сейчас это все вынесу. То есть вот этот вот enamestat. Мы сюда...
Пламя. Да. Это вот Brother, это вот. what's that? What's that, brother? Это самое, да, я согласен, это прям это дикая дичь какая-то. Но мы вот так вот можем сделать. Estat Fire в данном случае. Дают шеи свои. Не посидеть нормально не дают. КД, Дендеракл, КД нельзя много спамить. Нельзя много спамить подряд. Давай еще разок. О, ну в очередь встала просто. Вот как оно. Такая вот фишечка, вот такая вот фишечка, и вот здесь мы вот такая вот фишечка. Ой, подожди, это должно быть... Подожди. Это я вынес сильно далеко, это должно быть вот здесь. Петушиный крик. О, запишите его, чтобы слышно было. Это ты о ком? Это вы короче, забей. Так. Это я смотрю новые команды. Там много новых. Там есть команда такая вообще классная. Она такой экшен вносит прям вообще. Есть вот так вот можно сделать. Есть вот так вот можно сделать. Так вот сделать. Так вот можно сделать resistance stat. Это resistance. Команда на кота почему-то не сработала. Сработало. Ничего не поменялось. Молодец. Главное держать в курсе. О, как Джейсона давно не было. Дракл, сдаешь позицию. Damage chance. Цикл в цикле. Сон во сне. Да. Так. Poison Resistance он нашел, он его передал, сюда записал. Вот она команда. Inspire, Resistance Cold. Это немного... Когда вы успели меня заснять и мои ежедневные игры в DTET? Да, успели, вот, видишь, вот успели. Мы по бассейну поняли, где ты, короче, обитаешь. Текал. И все, и вот так вот, короче. Попался ты, попался. Мы засняли все это дело. Так, ну, это он составит эти, которые мне надо. А потом он должен будет вне вот этого товарища сделать еще один цикл и пробежаться по этим. А, не, подожди, цикл там не нужен. Нам надо всего лишь количество. Тогда зачем мы добавляем его? А потому что нам надо именно данные. Нам не то, что эти нужны, а нам нужны данные. А если он поделит на это количество, потом какие данные именно к какому применяются. А вообще не важно, какие к какому применяются. Просто это количество сделает. Поделит его на 5. Значит, он... Блин, сейчас давайте порнографию вначале сделаем, потом подумаем. Get.
Дамаги rate damage rate. И это вот этот resistance stat точка нам damage rate точка add дамаги, деленное на resistance stat точка нам -1. Подожди, -1. Какой нафиг -1? Мне же не индекс нужны. Уходи, -1. Не путай меня. А потом еще один цикл. For. Выглядит страшно, это маленькие циклы. По 2, по 3 итерации. Ну, хорошо, 5 максимум. Это если 5 резистов будет и 5 этих. Максимальное значение это 5. For fstat. Ой, это тут ошибка. Подожди, если он нашел резистанс этот. Это же вот так должно быть. Он после первого брейк сделает. Мы перебираем вот этого, и для каждого этого нас интересует вот этот процент. То есть мы должны сделать немножко иначе. Немножко иначе все-таки через этот. Через вот такую вот запись. Вот такую вот запись. И damage array. Damage array от i. Equal damage array от i. От i. Умноженное на resistance stat от i деленное на 100. Только здесь нет этот самый точка value stat. Ну и после этого всего дамаги равен. Знаете же после этого? А вы сейчас обалдите, что после этого. Damage array. А, не, ну это мы здесь делаем. Я не хочу еще один цикл запускать. Дамаги. После этого все заработает? Плюс равно damage array i. Ну тогда damage array i можно и перенести сюда и умноженное сделать этот. Плюс равно мы вот это перенесем туда. После этого все заработает? Да, оно все заработает, но с нюансами. Вот так вот должно быть. Правда, перед этим мы должны его обнулить. То есть дамаги равен 0. Иначе он к тому добавит, а нам надо его пересобрать, damage. Так, а теперь пояснительная бригада, что вообще происходит. У нас есть... Не пали контору. Это по поводу чего? Что что-то происходит? Типа не рассказывай никому или что?
Не, надо полить контуру, надо объяснить, что тут вообще происходит. У нас-то залетает статы дамажащего и статы принимающего урон. Нам нужно пройтись по массиву дамажащего и понять вообще, какой тип урона он наносит. Тип урона определяется, если у него шанс нанесения... Ну, во-первых, достать его урон надо из этих статов. Мы достаем его урон. Вот здесь, оп, достали урон. Единственное, что если мы достали урон, нам вот это не надо делать. А он это сделает. И это будет ошибка. Это проблема. Сейчас будем ее решать. Сейчас что-нибудь придумаем. Короче, ему надо перебрать. Ему надо достать урон. То есть сколько урона в нем содержится. Также ему нужно определить, какой тип урона в нем есть. А каких уронов типов нет у него. Он это все определяет. Здесь, допустим, у нас Fire... Chance Fire есть, нам как бы нужно тогда достать резист на Fire, потому что если он, допустим, наносит резист, точнее он наносит урон холодом, нам от того, что у моба есть резист к огню, нам вообще как бы плевать. Поэтому мы достаем резист Fire. Мы его сюда записали, и здесь мы ищем в другом массиве, то есть в том, котором статы, мы ищем резист на Fire. Мы его находим, и мы его записываем, как бы вот сюда вот записали и добавили в наше это. А почему мы сразу не добавили? Сюда, здесь, сюда, это самое. Кто знает. А разве state name не должен быть массивом? Какой state name? Stat name в данном случае это этот самый. Это eStatName. Statname с eStatName. State name. State name это state name. Это имя стата. Это не state, а stat. Stat, понимаешь? А в нейминге, неймингом потом, тут уже есть проблемы. Во-первых, вот это почему сразу не здесь? Ну, снаружи находится. Зачем вот это присваивание лишнее? Короче, он пробегается по таргету и смотрит, какие у него есть резисты. Если у него резист к этой стихии, если есть, то он его записывает. А нам это понадобится в дальнейшем. Ну то есть правильно, что только для последнего стата будет работать. Нет. Нет. Хороший нейминг у того, кто делает в классе эффекты бульваре из эффект. Да, чтобы понять, эффект наложенный или не наложенный эффект. Так, дальше у нас это сейчас вот это исправим, тут есть ошибки. После того, как мы записали резисты, которые у нас есть, нам нужно как бы на это количество поделить. Я решил так, что будет. У нас, допустим, залетает 100 дамага, и у нас есть 5... И у нас этот дамаг... Эта плюшка наносит от 5 этих самых... от 5 стихий разных. Что понять, и у нас 5 надо резистов сделать есть. Effective. 5 резистов и 5 на то, что наносит урон от 5 разных этих стихий. А мы как бы тогда делим, получается, наш на сотню на 5. И к этому урону отнимается резист. То есть у каждого свой там отнимается. То есть если у нас от файра, допустим, там 50%, то вот это 20 применится, точнее вот эти 50% применится к 20 урона, которые он поделили. Но если бы у нас только был бы, то тогда бы он отнял, получается, половину. Тяжело, хрень непонятная, ничего не понятно. Но, короче, так. В общем, то есть это применяется 50, именно если там 5 было, то к 20 этому урону. Если бы 2 всего было, допустим, холод и огонь, то вот этот резист 50 применился бы к 50 значению 50. 50% применилось бы к значению 50. Вот такая вот, судя потому что вот тут получается по нашей вот этой формуле замечательной, чудесной. Мы это все сделали. Потом нам надо, добавили все это в массив. То есть мы поделили на 5 наш дамаг.
То есть мы его делим на 5 вот здесь и применяем, засовываем в массив. Все. То есть в этом массиве у нас наш как бы damage хранится. То есть вот эти вот разбитые на кусочки, уже примененные к резистам. Точнее, пока он еще не примененный. И вот этот разбитый дамаг теперь мы применяем к резистам и делим на 100. То есть у нас резисты указываются именно в процент. То есть, допустим, 50, это 50% означает. Нам надо их разделить на 100, тогда мы получаем 0,5. И, соответственно, если мы умножаем наше значение на 0,5, как бы понимаем, что получается. И потом мы приплюсовываем к дэмэджу. То есть мы дэмэдж обратно собираем и применяем уже в итоге, то есть к итоговому значению. Вот такая вот штука. Но вот тут у нас проблема. Вот тут проблема. Во-первых, первая проблема. Зачем нам вот этот товарищ, если мы можем сразу айтем сюда записать. Сюда передать вот этот айтем. Это во-первых. Во-вторых, какая беда будет? Если у нас левый какой-то стат происходит, левый стат, то что? То... Отойду на мин 20. Если что, пока. Давай. Давай. Левый стат. Допустим, у нас же может там, так как мы полностью стат передаем, там помимо дэмэджа... Юнико РН47 ВВС, привет. Как тема Versus называется? Привет. Тема называется Deep Dark Material. Я как раз выложил этот самый... Ссылка, короче, есть там в описании или под описанием внизу. Короче, где-то есть ссылка на тему визуалки. Ее можно скачать и установить. Вот. Потому что ее в этом уже нету. Все, тема больше нет. А если посмотрю, где она есть у меня? Да, вон она, тема, Visual Studio, все. Там ссылка прям. Там прям ссылка, она, конечно, криво выглядит. Надо немножко подредактировать. Ну, короче, там ссылка есть. Value stat, resistance, cold. Так вот, если левый стат залетает... Юнико РН47 ВВС, спасибо. Пожалуйста, обращайся. Фантаст рядом Малваре, не ошибись. Что это значит? Damage. Кстати, Camel Case. У меня тут у этих у модеров отдельный голос. Свой голос. Тебе голос другой дать? Или ты не хочешь другой голос? Или ты хочешь голос какой этих? Я забыл что-то. Коль модера дал. Стат. Так вот, левый стат. Если левый стат залетает, вот здесь вот у нас будет либо что-то либо то, что не надо, либо будет находиться то, что перед этим было, и он сверху его еще добавит, то есть он его дублирует. А нам дублирование не надо. Юнико РН47 ВВС, мне дай другой голос. Не, там Ты только... такой забавный. Да и такой забавный. Я, наверное, дам тебе голос, потому что я не могу. Модераторы должны быть с отдельными голосами. Сейчас я только найду, где это. Настройки. Блин, это не то. Это центр уведомлений. Это немножко не то. Настройки. Не, голос другой. Ну, могу по приколу чисто что-то сандалить. Ну, что-то такое трэшовое только. Так, где у меня здесь? Добавить. Сюда. Twitch. Дудя. Где у меня Дуди эти? Дудя. Дудя. Все. Волюм 50. Применить. Все, голос дал. Модератору. Вот фантасту не знаю, какой давай. Надеюсь, будет женский. Очень женский, что ли? Там есть какие-то женские голоса. Можно и женские. Там много голосов, но они в основном все такие. Там редко, когда... Короче, голоса раздаются модерам за поддержку донателя. Ну, поддержка имеется в виду не только финансовая, то есть можно какие-то ассеты дать там, ну, или еще что-нибудь там. Короче, или за супер участие в чатах. Либо надо позадрачивать, и я какой-нибудь трэшовый голос дам. Вот как так, это 3 варианта. Так вот, пустой этот, и он добавит, этот нам не надо, поэтому надо что-то сделать такое, чтобы было хорошо.
чтобы... А как вот сделать, чтобы было хорошо? Единственный вариант, который я вижу здесь, это дать bool. И вот этот bool будет здесь, его всегда, ну, в начале false, там true давать. Если false, то ничего. Если true, то он что-то делает. Это пока я единственное, что вижу. То есть вот здесь у нас есть bool. Давайте визуально, чтобы было понятно. Bool. B is block. Is block false. B is block false. Equal false. А вот здесь B is block equal true. Equal true. И это повторяется везде здесь. Ну, в 5 случаях этих. Ну, соответственно, if B is block. B is block. Continue. Continue. Я вижу вот такое вот решение. Я вижу вот такое вот решение. Идея появилась по поводу этого, как его, если у нас разрастается урон, понятно, что там сверху еще всякие приколюшки будут. Если прям это сильно большие затраты будут, мы его в поток отправим и что-нибудь придумаем, как бы так вот сделать, чтобы, короче, вообще был огонь. Как вам? Ну, то есть, чтобы он применил, и вот эту вот часть он вернул куда-то и вернулся в игровой поток и продолжил ту часть делать. Вот это будет интересно над этим поработать, но сейчас это не имеет смысла. Итак, еще раз. У нас залетает, у нас есть damage. Мы разбираем, точнее... Короче, достаем информацию о нем, то есть получаем его damage, получаем его всякие резисты, точнее не резисты, а шансы, тип урона, определяем его, какой он наносит. А, еще ченс вот этот не применяется, кстати. Ченс, poison и всякие прочие не применяется. Он не применяется, а он должен, по идее, примениться и что-то сделать. А вот мы потом и посмотрим, что он будет делать. Мы потом посмотрим, что он будет делать и как это будет работать. Вот тоже тут всякие штучки-дрючки должен будет возвращать. Может быть, структуру будем возвращать. Которая будет... Ладно, это потом. Пока что он наносит. Мы определили, это все достали. Если резисты, точнее, тип урона есть, мы определяем, какие резисты нас интересуют. И записываем их. Все, мы их записали. Все, есть. Здорово. После чего мы берем и создаем массив урона, дробим урон на количество резистов, которые нам надо. И мы его записываем. Все это записываем. Правильно? Правильно. Так. Флот. Damage equal 0.
Правильно? Правильно. Правильно, все правильно. Вот так записать надо. Damage есть, записали. Кстати, можно было это сразу и в damage записать. Это можно было и в damage записать, не надо создавать. То есть damage равен деленный на resistance stat. Новый damage, он это все равно его собирает, поэтому, да, нам не надо. Damage. А он так будет делать, нет? Будет делать. Не надо нам никакой new damage. Ой. Не на место. Damage. Вот так. Вот. Уже как бы... Да. Уже как бы совсем другая история. Потом мы все это добавили. Damage мы обнулили. И применили... вот эту часть. То есть это разделили на 100 и умножили на то, что нам надо. И добавили к дэмэджу. И получили тот дэмэдж, который будет после всех манипуляций. Давайте посмотрим, как это все отрабатывает. Все это клацнем сюда. Ну, это понятно, что надо перезапустить. На всякий случай. Ну, выглядит, конечно, очень страшно. Циклы, и много циклов, и все в циклах. Но по факту они очень маленькие. Там сколько будет? Но первый цикл... вот так вот. Ошибка. Опять точку запятую где-то забыл. В чем ошибка? Где? C declaration of item, F stat item, damage struct. Он не знает, что такое stat. Не, подожди. Он должен знать это. Не-не-не, стоп, еще раз. Damage AS. Не, все правильно, он его не знает. А почему он его не знает? Struct stat. Да, он знает. C declaration of item, damage stat item. Шестьдесят первая строка. Hides previous local declaration. Я их назвал item одинаково. Балбес, понял. Они же одинаковые здесь. Цикл. Понял, принял. Все отлично. Сейчас поставим резисты в 2 раза. Там поставим chance какой-нибудь. Chance. Он там и так стоит 10%, по-моему. Резист поставим в 2 раза и посмотрим, будет ли в 2 раза меньше урона. Не должен быть. Или должен быть. Подожди. Он разделить на единицу не должен быть. Если 1 урона, он как раз-таки 50 должен оставить. А ну-ка. Resistance Fire 50 делаем. Все, к Fire вот такой вот моб классный. У него Fire 50. Здесь у него Chance Fire тоже. Но Chance Fire нас еще пока не интересует. Давай, запускайся. Оп. Пью. Залетело. Это уже успех, если залетело. Так, понеслась. Без блок false, бла-бла-бла. Без блок continue. Дальше без блок false. Залетел в damage. Damage у нас равен с 10. 10. Все окей. Все верно. Дальше continue. Залетает. Continue. Залетает. Подожди, никуда он не залетает. Int. Infinity. Empty. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Resistance stat. Без блок. Infinity. Infinity это прекрасно, я считаю. Empty. Почему ты empty? Как ты получился empty? Chance. У него не было в damage stats. Damage, range и speed attack. Почему только это?
сейчас ошибку выдаст, да? Не, он Infinity обработал, все нормально. Интересный товарищ. Enemy Resistance 50. Это Тавер, вот Тавер, Chance. Chance Fire. Значит, Тавер как-то его не записал. Как у нас происходит? Вот оно что. Он его не записал. Он его не вытащил из этого, я не вытащил резисты. Парам-пам-пам-парам-пам. Парам-пам-пам-парам-пам. Значит, это не так должно быть. Мы тоже должны здесь через for идти. В stat. Item. Taverday. Taverday. Get. All. Stats. Вот, stats. Да. Stats. Просто stats. Get stat это поиск именно. Вот такая вот штучка должна быть. И вот он для каждого этого. Мы же каждый должны заполнить. Правильно? Правильно. То есть stat с AS. Set. Stat. Item. Name stat. И item. Item. Value stat. Ну ладно, этот пусть будет. Ну, допустим, предположим. Чисто теоретически и гипотетически. Я брейкпоинт не поставил на дамаг. Не, дэмэдж. Вот этот меня интересует. Давай сюда. Давай, полетел. Ой, красавчик. Есть контакт. Игнорируй. А ну-ка еще раз. Вот 4 уже. Вот, Chance Fire есть. Chance Fire 50. Все верно. То есть первый он пробегает Continue. Второй он пробегает его... Здесь Damage он записал. Здесь Break. Continue. Пробежал Continue. Здесь пробегает... Попадает на Fire Resistance. Он записывает, что это State Resistance. Хорошо. Заходит сюда. Здесь. Нет, не подходит. Подошел. Resistance Stat есть один. Записали. Так, поделили его. Как бы... Отгадайте, сколько будет 10 разделить на 1, да? Есть контакт. Сюда записали damage в новый array. Damage, хорошо. Damage обнулили. Потом взяли и записали новый damage. И равен он должен быть 5. 5 равен, смотри. 5 равен. Правильно сработал, смотри. Сработало. 5 равен, хорошо. Все. И вышли из цикла, и все как бы записали damage 5. Залетел. Есть контакт. Теперь я хочу... Но он, наверное, сейчас не даст. А ну-ка. Ну, отпусти. Не, все, не отпускает. Ну, ладно. Есть damage 5 равен. Теперь я хочу сделать следующее. Я хочу вот тут вот resistance cold сделать. Тоже 50. И добавить здесь еще один 50. Ну, допустим, cold. Chance Cold 50. Point. Давай здесь ставь. И полетел. Эх. Смотри, какой эх.
Чё, эх? Не эх. Так, без continue, хорошо. Break. Continue. Так, вот здесь проверить, сколько 5 уже, все верно, то есть залетает и это. Это тоже должно быть 5, кстати. Просто тоже должно нравится быть 5. команда. Просто нравится команда, понял. Тогда окей, все. Так, первый залетел Fire, хорошо. Он ищет Fire. Он нашел Fire, добавил сюда Fire. Fire Resistance есть. Нашел следующий Cold. Дальше пошел искать здесь Cold. Нашел Cold, сделал брейк. Дальше вылетает сюда, идет на damage. 5. 5. Логично, потому что он разделил его на 2, да? 5. Все, сейчас 5 равен damage. И он его записывает сюда. То есть 2 элемента с пятерочками. Вот 2 элемента. То есть он его поделил, текущий damage. Хорошо. Здесь обнулил. И все отлично. Теперь он первый раз прошелся, записал 2,5. И второй раз прошелся, записал еще 2,5, 5. То есть наши резисты работают. Все четко, все грамотно, все офигенно. То есть если у нас 50% к холоду и 50% к фаеру, и нам наносится урон и от фаера, и от колда одновременно, одна тычка, то у нас как бы половина урона делится. Все грамотно, все логично, все работает. И вот у нас реторн идет на реторн. И вот опять же, вот этот очень страшно смотрится цикл, но повторяться он будет только в том случае, если вот есть ченсы. То есть максимум 5 раз выполнение второго вот этого вот будет происходить, все остальное просто пропускается. Что за штука такая, наносящая урон и файером, и колдом? Это огненный, огненная сосулька. Это fire, кукумбер, не кукумбер, асиклс. По-моему, да, сосулька? Кукумбер. Что-то кукумбер вспомнился. Так. Значит, есть. Контакт. Давайте 33% Соль. сделаем. Соль? А почему здесь соль? Привет братьям-плюсерам. Привет. Привет. Так, ну давайте сразу сюда сделаем. Мне интересно, что там будет. Ну там-то будет, понятно, половина разбита, а вот... Ну то есть по пятерке он его разобьет. Здесь Страшно, очень будет. страшно. Мы не знаем, что Ты это сказал такое. Солька. Если бы мы знали, Что что это это такое? такое, мы не знаем. Сосулька, что что это такое? Не знаешь, что такое сосулька? Или ты не услышал, что такое сосулька? Icicles, по-моему. Так, значит, здесь он его заполнил все четко. По пятерику, да. А вот тут, вот тут. Приветствую плюсера. Да. А что 2,5 получилось? Если там 33%. И вместе пятерик. А что за фигня? Я недоволен. — 50, смотри, статы. А что 50? Я не Да сохранил. как сосулька может гореть? Так, ну а как? В смысле, как? Бензином ее облей и кинь. Чё? Но она такая, знаешь, не этот самый, как его... Не быстродействующая. Я Chance Fire увеличил. Это я не то увеличил. Резистансы надо было... Точнее, не увеличил, а уменьшил. Не то, короче, сделал. Давай вот сюда вот. Давай, ставь. Пиу. И пиу. 1.6499998. Как раз та, смотри. Оп, резисты применились. И у нас от 10 урона, которые мы нанесли, уже по 33%. Получилось 3%. Подожди. Почему получилось меньше? Где у нас математика сломалась? Подожди. А почему получилось меньше? А потому что я умножаю на 33% резистанс. А там же наоборот должен быть. То есть чем он меньше, тем больше получится.
Подожди. Не так, не просто умножить должно быть, а это умножить и минус то, что получилось. Вот так должно быть. То есть вот это вот минус вот это вот. Ну, я так визуально, Твоя чтобы... огнесосулька сначала наносит урон огнем, а затем урон холодом наносит крит из-за нагрева. Да. Вот такая вот история должна быть. То математика немножко. Ой. А можно мне этот немножко посмотреть? Аж зубы заболели. Пусть не болят, пусть не болят. Так, игнор. Damage 0. О, 34, короче. Вот теперь правильно все посчитано. Вот, все, математика вернулась в норму. То есть теперь он ровно отнял именно треть отнял? Damage Ray. Подожди, а если он 0,5? Привет, что нового? Привет. Да ничего. Смотря с какого времени ты спрашиваешь, что нового. Вообще, по игре, в жизни, не знаю, или в чем нового. Сложный вопрос. 3. А если будет этот самый 5, он отнимет 25. 2,5 получится. Ну, вроде бы все правильно. Новую игру делать будешь? Так вот, в процессе. Вот уже в процессе. 11-й день как. 3. То есть у нас получается половинка. Мы отнимаем половинку от целого. Получаем половинку. Магия. Если у нас треть должна быть, мы получили там треть, мы же должны ее отнять. Того треть, именно тут треть, а не отдать треть. Да, все верно, вот, все. И, соответственно, у нас идет дальше. И в дэмэдже у нас 6.9. Или закончил? Ну, и то, но больше закончил, чем забросил. Но ссылка, короче, описание есть, можно скачать Google Диск и потискать, побегать. 6.99, вот все, 33%. Вот они наши. Вот они наши 33% сняли и 6 дамага наносит. Все четко, все четко. То есть сделали учет резистов. Наш дэмэдж. И все, прекрасно. Учет резистов сделали. Шанс не сделали, но шанс-то надо вообще стихийное состояние прописывать, что это такое, чтобы он делал его. Я думал сделать стихийное состояние по принципу тоже нанесения урона. То есть он берет процент нашего ХП максимума, допустим, треть, и наносит урон вот этот, который получился. Если... Блин, это надо держать отдельную ее, чтобы он отнимал именно. То есть это дополнительная HP Fire, Health Fire, получается Health Cold и прочее. И плюс этот наносит. Наверное, я так мудрить не буду. Я просто оставлю шанс, просто голый шанс. Короче, нанесли урон, и вот прокает вот этот шанс, или не прокает, и что-то происходит. Просто бросается этот самый, как его, кубик, и понеслась. Здесь где-то мы его запишем. Мы, наверное, тут еще дополнительный рейс создадим. Ну, тут это тут. И вот эти вот ченсы, которые у него есть. Если у него есть, создадим их, чтобы по ним отдельно пробежаться и каждый бросить кубик для каждого. Если он бросает, то он должен что-то сделать. Ну, а с учетом того, что этот дэмэдж сама по себе она ничего не делает, это компонент, она все лишь считает. А она должна будет вернуть условно массив тех, которые прокнули. И мы уже по тому массиву, который прокнули, пробежимся в том и применим то, что мы должны применить. Вот так вот будет.
Ну, то есть у нас есть вот этих 5 стихий, он наносит, допустим, 5 стихиями, он возвращает вот это вот, то есть такая-то там poison стихия там прокнула или не прокнула. Да, допустим, массив из вот этих e-state неймов. Если она прокнула, то мы добавляем в этот массив вот этот e-нам туда полетел. Если она не прокнула, то мы его не добавляем. И, соответственно, возвращаем этот массив. Потом мы просто по нему пробегаемся. Если там poison делаем, там эффект poison, если physical эффект и так далее и тому подобное. Вот такая вот история. Вот. Ну, думаю, на сегодня мы закончим. Потому что 5 часов, давно уже 5 часов не сидели. Ну, хорошо посидели. Прям хорошо пошло. Я прям чувствую, как я освободился от этого дурацкого ГЭС. Прям хорошо стало. Так, вот делаем что-то свое, что-то интересное. Прям уф. Вот. Следующее, я думаю, да, надо переходить уже к... Ну, базу сделать, чтобы дошли до базы. Поднимались очки у базы. Сделать, чтобы поднималось количество ХП именно. По ХП. То есть он брал количество ХП врага и отнимал ХП базы. То есть у базы свои ХП, вот эта вот фигня была. И когда ХП базы это, то все. Отпустила как боль в спине. Да, примерно так. Ну все как бы ГГВП. Если закончились эти. Ну мы там поставим какой-нибудь метод типа ГГВП, что писал. Ну а потом вместо него там, понятно, ставим другое. Да. Это сделаем. Башенка у нас... Ну и надо делать уже, чтобы золотишко нам давалось. То есть за киллы. Ну, короче, карточки мы пока не делаем. Потому что нам надо пока сделать, чтобы монетки нам давались. Чтобы вообще старт был. Что такое старт понять. А хотя у нас есть метод старт. Нормально. И монетки давались, потом башенки за монетки строились, то есть, потому что башенки у нас пока просто бесплатно. Что карточки надо, карточки еще толку от того, что мы карточки добавим. Карточки должны влиять на врагов и должны влиять на башенки, на наших мобов, на наши башенки, Не либо на забудь руны противника. голда вокруг мида добавить. Руны голды, да. Либо на этого влиять должны. Либо на противника, либо на нас влиять карточки. А если как бы у нас башен нету, нет противников, нет голды, ну, то есть не на что влиять, что толку от этих карточек? Что толку? Просто добавить визуально, чтобы они были. Причем визуально это будут белые квадраты, скорее всего. Ну ладно, не белые квадраты, там 1, 2, 3 на них написано будет. Все. Как-то так. Поэтому будем делать, чтобы голдишку давали за килл этих мобцов. А где-то, чтобы она отображалась там. Это надо бы еще как-то вот в этом интерфейсе все сделать красивым. Вот в этом всем виджете. Чтобы красивым вот в этом всем стиле было. Всякие голда и прочее. Типа вот в таком вот. Как бы это сделать? Вопрос, однако. Разберемся. Шрифт возьмем. Стиль возьмем. Кнопочку, может, даже целую возьмем. Вот эту вот. И там будет голда писаться. Ну да ладно. Смотрим. На сегодня все. На сегодня все. Так, это что? А, фу, это ГПУ. Я думал, ЦПУ написано. Все. Окей. Кинь рейд какому-то бомжу с одного зрилом. Рейд кинуть. Ну, давайте попробуем. Никогда не бросал. Давайте управление, канал рейда. Давай, канал рейда. Вот есть какие-то... Время... А что, просто выбрать надо, что ли? 8 зрителей. Не, 8 зрителей обойдете. Вы меня обменяете. Та же категория, та же или... Такой же или меньший размер. Вас... Не, Выбери плюсовика. По убыванию. Давай по возрастанию. 1 зритель. Developing мини... Ну, вас надо куда? Вас надо на, наверное, как бы... Джеки Коутс ей. Джеки Коутс. А ну давай. Джеки... А нет такого, подожди. Что ты мне это... А, Джеки не написал.
Keycodes. 133, да, молодец. Ей, говорит, кинуть. Это пусть мне бросают, слышишь, 133, нифига себе. Не-не-не, давай кого-нибудь, тут этот есть. Cyber Security Bond. Надо же как-то, ну... А тут есть, типа, мол... Миру выбрать как-то. Категории по тегам. Ру. Сейчас мы выберем, сейчас все будет. Это мы вам дадим, вот это давай. Не, нету такого, слушай, я могу вас на Тарков хотите. Так, давай искать, хоть кто-то тут напишет. Первый, кто будет, что-то кириллицей написано, давай поговорим. Сразу полетит. C++, собираем сервер под CentOS. CentOS. Надо? Нет? Или обязательно Unreal Engine? Давай хоть Unreal Engine напишем. Это как-то... Unreal Engine. Unreal Engine просто давай. 0 зрителей. Блин, это вообще игры. Слушай, это так удобно. Я ответственно заявляю, это так удобно, это просто забей. Все такое удобное. Просто невозможно. Отлично, теперь все сбилось. Та же категория. Короче, все, первый. А вот Unreal, ну нет, это не тут, не кириллица. Вот на кириллице писать, чтобы грейды давали. Собираем сервер. А ну-ка еще раз давай. Unreal Engine. Unreal Engine 5. Есть кто-то? Racing Game Dev какой-то. И один этот. Короче, нате вам на какой-нибудь испанца. Давай сюда кинем. Все, в общем. Давайте, всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо, кто слушал. Эспаньола, все дела. И я фиг его знает. Там Unreal Engine. Да, всем пока.